подробные стримы с целью сэкономить вам средства и с прямыми тестами. Что это значит? Это значит, что если я купил эти две железки, а это Neo 10 и Neo 10 Pro, примеры фотографий уже в моем личном телеграм-канале, подписывайтесь на основной канал Польза.нет, подписывайтесь на ТГ Скидок, и Ромарио, привет. И не забывайте, что ваш просмотр, ваш лайк и ваш комментарий помогают мне продолжать. Это не особо разумное дело. Почему не особо разумное? Если многие смотрят, допустим, стрим про жарку, они потом не смотрят полноценный обзор. Я от этого мало что выигрываю, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть великолепный повод и платформа пообщаться с вами, ей и пользуюсь. Вот эти вот две железки, одну из них мы сегодня будем гонять. Один из этих смартфонов — это смартфон десятка, Neo 10, один 10 Pro. Все отлично, ну, такое состояние, нестояние, потому что, я говорю, у меня передача некоторых смартфонов 15 числа навернулась, поэтому я здесь изгаляюсь. Но смартов еще хватает, и это хорошо. У меня, получается, их 4 уже есть, 22-го еще 7 будут, и еще 3 идут с Алишки. Вот. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Что я сейчас буду делать? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это буду делать без чехла. Вот уже у нас Snapdragon 8 Gen 3 полноценный. Будем его ставить на большую подложку, которая еще помогает ему отводить тепло. Хотя, опять же, рамка ни у того, ни у другого смартфона не металлическая. Надо еще кондиционер включить. 3 прогона в Antutu. Все 3 он будет, скорее всего, по-моему, в игровой режим. Да, Game Engine Accelerator закинут. Помимо этого еще и Monster включен. Помимо этого мы сейчас еще сделаем так, чтобы была блокировка яркости. К слову, кратко об этом смартфоне, без всякого 8 Gen 3, еще чего-то. Вы видите, вот это основное, за что его нужно любить. Обходная зарядка. Что это значит? Что, минуя аккумулятор, вы можете заряжать смартфон. Почему я без особой радости, вот сейчас я Antutu включаю первый раз, без особой радости рассказываю о Айку, потому что сейчас Айку вышла на российский рынок, вышла с конскими ценниками, вышла, опять же, с когортой людей, которые будут рассказывать, что эти конские ценники, они чем-то оправданы, и то же самое, скорее всего, с ними произойдет, что когда-то произошло с Infinix, Tecno и остальными, кто приходил к нам, и из-за ценников все портилось. Вспоминаем Realme, которые стали просто с какими-то безумными своими 7 Pro ценами. Ну, это просто самый бредовый смартфон, который я в жизни видел, это Realme GT 7 Pro. Что в глобальной? Нет, кстати, в китайской версии он уже стоит в территории Китая, сейчас я вам скажу, 48 тысяч. А когда ты в российской видишь его за 80 и какие-то еще там заманухи, меньше-больше, у тебя ощущение, что тебя как минимум обманули. Так как Realme, Oppo и OnePlus уже начинают китайские свои, вот это, кстати, один из китайских, кто-то догадался, смартов, мучить. И у меня будет, получается, и китайские, и глобальные. И iQOO то же самое делает. Neo 10 вроде бы не будет на, получается, глобальном рынке. Если его не будет на глобальном рынке, я буду несказанно рад. Если будет, это будет, наверное, так же, как смотрим. Сейчас я 5 секунд посмотрю, где у меня он лежит. Смартфончик под неймингом iQOO 13, который, помните, покупал, уже обозревал. Он тоже безумно классный, но, скорее всего, его убьют каким образом? Правильно, ценой. Там 17 числа, что ли, они представляют в глобале. А так как они самых таких ярых фанатов iQOO уже отвезли в Китай и рассказали им, что рассказывать, у меня есть смутное ощущение, что ценник на него будет под сотку, ну а за сотку покупать такое себе. Главное, чтобы iQOO не начали блокировать, и Vivo тоже, так же, как делают Realme, OnePlus и Oppo свои китайские смартфоны, иначе вот так вот с закрытыми глазами пойдем все гуськом в сторону Xiaomi-шек, потому что Xiaomi хотя бы не блокируют китайские смарты, пусть даже с блокировкой загрузчика может быть какая-то проблема, но с разблокировкой загрузчика, чтобы там прошивки обновлять, глобалку накатывать. Но по сравнению с этими приколами от BBK, которые уже не BBK, это не дело мелочи жизни. Поэтому, несмотря на то, что Neo 9 я безумно любил, это был волшебный смартфон, Neo 10 тоже безумно люблю, и волшебный смартфон в долларовом эквиваленте. К слову, если его просто вот сейчас открыть, он 33 900 выходит. Кстати, до начала стрима он был 32 800. Вот. Ну, опять же, по результатам посмотрим, спустят ценник. Хотя чаще всего это все от курса зависит.
Есть бенд 3 и 7, нет 20-го. Это не критично с одной стороны. С другой стороны, по агрегации частот вопрос, что будет с китайцем. И здесь уже еще нужно докидывать великолепную штуку под названием ликвидность. То есть про эти смарты, конечно, рассказывают, но если вы посмотрите, почему у меня, допустим, на iQOO Neo 9 на основном канале просто бешеное количество просмотров, это не потому, что я такой эпичный блогер. У меня там конверсия, я вчера посмотрел, 720 тысяч новых пользователей и 3000 подписок. То есть, ну, нормальный ютубер бы просто уже вышел в дверь, и все, это на основном канале. То есть это просто антицифры. Но ввиду того, что про Neo 9, так как за него никто не платил, не рассказывали полгода, потом уже аудитория сама напала на блогеров, кто-то чуть-чуть дорассказал, мне кажется, с Neo 10 будет плюс-минус близкая история, потому что никому не хочется говорить, вот 32 куска, у тебя 8 Gen 3, очень приличные камеры, ну относительно, опять же, в RAW формате нормальные фотографии, обходная зарядка, полный фарш, цвет, блеск, красота, дизайн абсолютно, ни в коем случае он интересный, то есть он реально нормальный дизайн. И ну кому это надо? 144 Гц экрана, а как они будут по сотке продавать тот же iQOO 13, от iQOO 13? Вот. Ну, посмотрим. Опять же, очень надеюсь, что ему будет больше внимания, чем Neo 9, но, возвращаясь к нашим баранам, откуда у меня столько просмотров, это не потому, что ликвидность у данного смартфона высокая, а по той причине, что просто выбора не у кого было смотреть, никто его не покупал, потому что за него, за продажи никто ничего не получал. Вот сейчас у iQOO, повторяюсь, начнется рекламная кампания в России, бренд станет более узнаваемый, и даже китайские смартфоны, скорее всего, будет легко продавать. Джин Бен. Джин Бен я купил на Алихе за 63. Он мне вышел с таможней 69, почти 70. Я продам за 65 не распакованный. Realme GT7 Pro. Только мне кажется, желающих будет 0. Саня, привет. На момент имеет смысл брать? Нет. Если вы посмотрите, опять же, вот эта разогнанная тема, что раскладушки увеличиваются в продажах, потом раскладушки уменьшаются в продажах. Ну, нет. Люди уходят в более дешевые варианты развития событий. И все эти, опять же, раскладушки, ну, большинство людей, которых я знаю, между раскладушкой какой-нибудь Honor, даже Samsung и последним айфоном, они выберут последний iPhone. Еще и раскладушки потом очумеешь продавать. То есть тебе на них ценник дропать надо вообще капитально просто. А я сейчас объясню почему. Потому что их стимулируют по продажам, если не в России брать, очень дешево по трейдину менять. То есть у тебя, допустим, Samsung Fold 5, вот у меня человек покупал, по-моему, Sony тогда на 30 тысяч дешевле, чем я его покупал, по-моему, шестую. И вот он рассказывал, как он Fold или 5 или 6 покупал, старый привез, заплатил на наши рубли 14 тысяч рублей разница, доплатил и получил новый. То есть, если бы я продавал Fold старый, покупал новый, я бы получил минимум сальдо в 1060 минус. А получается, странах, в которых есть официальный Samsung и трейд-ин, это копейки. Вот от этого они и танцуют. Валерич, вам огромное спасибо, что зашли. Не забывайте нажать колокольчик и палец вверх. Потому что, несмотря на то, что вам кажется, что это самый нетруднозатратный контент в моей когорте, у меня вот сегодня я регистрировал оставшиеся каналы, чтобы вы понимали, раз, два, три. А, кстати, еще в ВК не зарегистрировал. Вместе с ВК 4, 5, 6. То есть 3 телеги, больше 10 тысяч. ВК, Дзен, по-моему, Дзен статьи у Андрюхи, но я не регил их. И 3 Ютуба. 9 каналов, мне нужно в РКН больше 10 тысяч подписчиков регить. Ну, вот уже два основных зарегено, поэтому, то есть ТГ скидок и обычный. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Да, так что всем, кому кажется, что я там супер серый чувак, нет. Я как раз максимально супер белый. Напоминаю, что у меня нет ни религии, ни политики на канале. Просто обсуждаем железки. Сегодня, кстати, очень крупный сетевой магазин ко мне зашел. Прям ворвался. Я прям удивлен, что у них есть вообще какие-то такие кейсы из разряда блогер, давай дружить. То есть до этого были крупники, а тут прям я понял чуть-чуть, как еще кое-кто работает из Ютьюба. Интересно получается. Потом расскажу. Продолжаю, я очень доволен. Тимофей, вам спасибо, что смотрите. Идет первый прогон в Антуту. Хочу отметить, что в ПО, то есть самой
оболочки, в оболочке, он показывает у нас 120 Гц, этот экранчик. А в благополучном Antutu он показывает 144. То есть в основном он 144 в стресс-тестах показывает. Артур нормально. У меня был позавчера, это, знаете, как мне тоже в 40 с лишним лет начинаются предложки, там, чуваки то раком болеют, то еще чем-то, и ты на себя это все дело примеряешь, и мне кажется, поэтому у меня началось там, то голова болела, то еще что-то, какие-то уже просто старческие приколы. Контент пилю, девайсы тестирую, но эмоционально не всегда хватает меня на стримы, к сожалению. Или к счастью, наоборот. Потому что когда стримов слишком много, я не знаю. Файперкос, вы когда спрашиваете по поводу каких-то вещей из разряда, вот спрашиваете ZTE, смотрим мне в глаза, я смотрю вам в глаза, я ZTE никогда не советовал покупать. И если у вас есть вопросы по поводу того, что доулучшили, стоит ли, вот есть ютуберы, которые их продают, ну, то есть у них магазинчики маленькие, либо они являются амбассадорами. Я амбассадор для себя. То есть я не советую ZTE, это второй, третий эшелон, и я не знаю, с чем они там еще доразобрались, это не мое дело. И проконсультировать, к сожалению, и к счастью, я для себя не могу, потому что, опять же, любое упоминание, даже в СУе второго и третьего эшелона, что реклама. Почему реклама? Потому что многие о ZTE там вообще не знали. А потом прибегут вот к таким чувакам, которые, знаете, привет, ZTE это просто отличные смартфоны. Вот эти вот имбецилы, по-другому не сказать, потому что, ну, это же второй, третий эшелон. Понятно, что можно людям впаривать, что если вы хотите сэкономить, вы можете пойти, купить и радоваться. И ничего плохого в этом нет. Но опять же, когда человек заряженный. То есть мне нравилось 35 миллиметров у ZTE. Мне нравилось, что он стоит копейки. И чуваки, которых хочется... Я, кстати, не знаю, кто такой Сарвачев. Нет, вот, кстати, я ни в коем случае не гоню сейчас на людей, которые шортсы делают, у которых миллионы каналов. Я не понимаю, как это работает, я не понимаю, как это смотреть, я не понимаю, как делать контент такой. И каждый раз, когда мне вот, опять же, вы можете вспоминать что-то, когда я говорю вот про что-то, я говорю только про YouTube в том сегменте, в котором я. То есть там есть у нас 86 человек в онлайне, и хорошо, не 1000, не 10 тысяч, но про остальных я не знаю. То есть я не понимаю, как это работает. И вот смотрите, я заметил, вертикалки, допустим, набирают 300 человек в онлайне. Горизонталки, вот ради интереса, Neo 10 мы сейчас в горизонтальном виде проведем, а потом я в вертикальном проведу Neo 10 Pro. И увидите, какая разница по количеству просмотров. Но, скорее всего, потом я продолжу все равно горизонталки. Кстати, из Дэшмана я еще пообозреваю вот такой вот бред. Это Huawei. Притом, ну, как бы, эконом прям лютый. Но его можно купить безумно дешево. И вот я его купил, 12i, который... Нет, 12i. Спойлер, сразу не советую его брать, но мне нравится сама концепция. То есть они вот пыжатся, пытаются впаривать людям на андроиде 12 смартфоны за космические деньги, а потом начинают их скидывать очень дешево. И понятно, что пользоваться ими это боль, но вот брать эту боль или какой-нибудь там Redmi Note 13. Я, кстати, к слову, с Игорем мы закупились 3 смартфона Tecno. Это так классно. Я покупаю какие-то, знаете, смартфоны, которые там IQ 60 штук. Никому он не нужен, 13. Ну, потому что там за рекламу... почему не нужен? Вот сейчас его еще и рекламные выгрузят, глобальные, которые там по 100 тысяч они их выставят. Но вот Вангу меньше 70, какой 80 минимум они выставят их? Минимум, а скорее всего сотку. И ты тратишь 60 кусков. А купить 3 Текна, потому что они никому не нужны, это 30 кусков. 3 хороших смартфона. И хорошие с точки зрения спеков. Потому что сейчас с разницей в курсе ты смотришь M6 Pro и 15 тысяч норм. И ты такой, ну за 15 штук я куплю себе одноразовый Текно и выкину его потом. Ну, это, опять же, я не советую так делать. Но просто вот на данный момент люди-то и не покупают девайсы. То есть большинство сейчас сидит вот так. И что будет дальше? Потому что сейчас кто-то там выводит доллары на рубли и т.д. и т.п. Рано или поздно это закончится. И какой курс у нас останется, это вопрос. Но в моменте, то есть сейчас я, допустим, бегу, и буду ли я брать что-нибудь на eMMC, допустим, 14C тот же. Где он у меня? Или C75. Вот вопрос.
И сейчас прогоним эти 3 текна. Это будут не рекламные обзоры, они будут довольно простые. То есть они будут из разряда анализа моего, опять же, стоит ли смотреть на это в момент, когда китайские бренды и бюджетки китайских брендов стоят космос. Но если они, Дмитрий, поставят выше сотки, это просто, зато они отобьют билеты. Вы прикиньте, как они в Айку тоже вложились. Они же разогрев Айку 13 делали с момента того, как народ погнали в Китай. Пригласили, привезли, подружили, обняли и обняли, не знаю что. Вот, я не знаю, что они с ними делали, но мы посмотрим, как они будут пытаться это дело продать. Обзор у меня уже на канале, я обзор одним кадром буду делать позже. Мне этот смарт понравился, но понравился он за 60. 778, 800 люксов, короче. Уже все, 840 люксов. 840 люксов, 2 миллиона. Вот куда эти баллы, когда у тебя камера не в красную, с точки зрения именно прокачки? Да, она может лучше чуть-чуть стала, не забываем прожать лайк. Я не буду сравнивать GT7 Pro и OnePlus 12, потому что я не сравниваю никогда старые и новые смартфоны. Я не вижу смысла покупать старые смартфоны. Как можно сравнивать? Окей, смотри, OnePlus 12, это вот такие вопросы делают идиотом не только меня, к слову. То есть, когда его задаешь, в зеркало посмотри, я, конечно, прикину, что я дебил в каком-то моменте, потому что iQOO 12 это 40 штук, а GT7 Pro китайская 60, глобальная от 70. Ну как ты сравниваешь? Это типа тест на идиота? Нет, я не идиот. Вопрос очень, мягко скажем, в какой вселенной iQOO 12 старый стоит столько же, сколько Realme GT7 Pro? Я не знаю, откуда вы, но я вам сочувствую. Там разница в два раза стоимости. В два. Вы можете купить 2 iQOO 12. Купить 2 iQOO 12 лучше ли, чем один GT7 Pro? Лучше, потому что у вас будет 2 смартфона, а не один. Я не советую брать... Давайте вопрос к брать ли БУ мы отметаем сразу, потому что я не отвечаю на такие вопросы. Я не советую покупать БУ. Все. В принципе. Макс, спасибо большое за то, что вы ушли в бан. Я напоминаю, что мы здесь не вспоминаем площадки. Я могу что-то там вспоминать. Вы нет. И еще один ушел в бан. Спасибо, Workout. Вот таким образом я теряю очень много подписчиков постоянных, но это вот так происходит. Если еще кто-то хочет порекламировать какие-нибудь магазины, пишите. Мне можем остаться, как я на Твиче стримил с 8 человеками в онлайне. Будем восьмером его гонять. Магазины свои пиарить в другом месте, пожалуйста. Тес, зачем? Добавь. Делай стрим и добавь. А зачем мне онлайн? Михаил, еще раз тебе повторяю, это площадка для того, чтобы общаться у меня с моими подписчиками. Кто хочет, тот придет. Их становится иногда больше, этих подписчиков. И все. Если вы хотите свои стримы проводить, проводите. Вот, Дмитрий не даст соврать. У меня нет, вот у меня будет сейчас преза Xiaomi, и вы увидите мой онлайн на основном канале. Там будет много стоп-слов, чтобы люди друг другу не мешали. А здесь нет, здесь это как тест просто, лишние люди. То есть люди пришли рекламировать что-то, окей, пришли в другое место. Много ли техноблогеров ведет такие стримы? Почему? Потому что им придется отвечать на неудобные вопросы. Ну а я могу площадки загружать в стоп-лист, а могу просто блокировать. Штит, привет. Не вижу, кстати, особого смысла 8 Gen 3 гонять 3 раза, но мы все равно его будем гонять, потому что чаще у нас такой подход. На экшн-камеры я вам даже больше скажу. У меня уже было несколько попыток сделать обзоры, но по экшн-камерам большой простой ответ. GoPro. Хотя 13 или 12, по-моему, утопил. Какую-то из них. Когда будет презентация Xiaomi. Ромарио, заблаговременно я вам об этом сообщу. Вот. 12-й бенд Артура, какая... А зачем 12-й? 7-й, 3-й и 20-й в России работают.
Я еще раз повторяю, презентация IQ будет в другом месте у других блогеров. Я покупаю эти железки, рассказываю, что знаю, но опять же в той плоскости, в которой ее используют. Я не знаю, зачем нужен в России у 4G 12 бенд. Напишите, может, кто-то в курсе, может, я что-то пропустил. Донат закинут. Александр Мельников, огромное спасибо. Вот заметьте, 20 минут человек сам вспомнил про донат. Но у меня, кстати, они в последнее время раза два в месяц. Почему никто из блогеров не говорит про шторку? Потому что есть кастомизация. Ну, как бы. Что вам надо знать про шторку? Есть ли она? Она есть в каждом смартфоне. Но вот вы можете прийти на стрим сейчас, вместо претензий сказать: Саня, покажи шторку, я покажу шторку. Потому что если ты будешь показывать все в обзоре, он будет не часовой, а 10-часовой. Так, кстати, дайте я отвечу человеку-то. А то донейшн он мне закинул, а я так и не понял, что он хотел спросить. Еще раз повторяюсь, да, для того, чтобы услышать вопрос, ответ на вопрос, если он глупый, то да, отправляйте через донейшн. Если он стандартный, глупые вопросы, это как раз там выбери БУ смарт или новый, или выбери смарт, который в 2 раза дешевле и в 2 раза дороже. Лучше золото или серебро? Это просто атас. Но, с другой стороны, весело. Аноним, вот, сейчас отвечу как раз. Можно какой-то смартфон после обзора покупать у тебя? Мельников Александр. Я же скидывал список, там их немного у Димки сейчас. И еще 10 смартфонов я их послал. У Димы Варвара они есть. Я сейчас вам скину. Скинуть список, что там есть у меня еще. Вам они никакие не нужны, но 10 еще идут. И из свежего я повторяю, что если напишите в личку за 65, за 65, окей. Если заберете сами, в Питере 65 тысяч Realme GT 7 Pro с чеком, который я купил на Али за 63 и таможню заплатил 6. Народ на Авито какого-то лешего продает его за 75. Вот, я обзор на него делать не буду, я считаю, что это тупо. 5 секунд. Диму бы найти. Огромное спасибо всем, кто приходит, без сарказма. Так. 5 секунд. Но они бесполезные такие. Вот, допустим, кому нужны Oppo Reno 12? Никому. Это вот для примера, ты типа берешь, покупаешь, и вот сейчас я вам скину. Абсолютно не ликвид. Он даже не хватает места, по сути. Oppo Reno 12 Pro кому нужен? Никому. Там, не знаю. Кстати, Huawei GT5 уже проданы. Но вот что-то из этого. Sony Z10VE то же самое никому. Civi 4 Pro то же самое. То есть какие-то вещи Honor Magic 6 китайский тоже все пишут, но всем нужен Global. Я не знаю, его можно как-то шить или нет. В общем, Кипер, спасибо большое за рекламу. Никаких вообще моральных проблем нету для того, чтобы прийти и заблокироваться. Вот, что за особая форма мазохизма? Озону спасибо, да. Я Honor Magic 8 Pro у них купил, у меня проморозились деньги 8 дней, теперь он на 30 тысяч дороже, и мне деньги вернули. Welcome! Спасибо за подгон с платформой. Будет ли обзор про жалкого OnePlus 13? И глобалки китайской версии будет. А из хорошего, по-моему, я единственное достойные два смарта послал
Сейчас я вам скажу. Ну вот как раз 7 Pro, но китайский, 3 айкухи, но еще 10 будет, то есть это вот просто на руках. Василий, а вы скачиваете исходники на GT6 и на GT7 Pro, и просто посмотрите еще на сенсоры, и все. Вы понимаете, что до такой степени уже народ дозомбировали? Я повторяюсь, что по фотографиям дороже, если смартфон, вот Honor 200 я сегодня постил, 30 штук, тормознутый А55. И все, что круче, вы уже, если это не телевики, если это не нормальные ультраширики, не фронталки, вы не увидите разницы. А, кстати, у Samsung A55 может еще и фронталка ушатает многих смартфоны китайские за сотку. Вот эти все рисовалки от Vivo, что же я недавно смотрел какой-то обзор, и меня прям... я Вилсакома смотрел с распаковкой его Huawei Store. Ну, конечно, гореть ему в аду. Ну, вот такую он просто дичь заливает. То ли у него... Ну, у него давно деньги кончились, наверное. Или просто у него траты, там, не знаю, он тонны черной икры ест по утрам. Такой бред нес. Посмотрите, кто шарит в технике, улыбнетесь. Дмитрий, ты здесь? Дмитрий Гордиенко. Хочешь почувствовать себя с интеллектом, посмотри его распаковку. Димчиус, да. Не смотрел, но осуждаю. Вы меня осуждаете? Не, он из себя, вы не совсем понимаете. Я сейчас, опять же, не накидываю кринж. Я не против кого-то. Если бы Вилса не было, это была бы жесть. То есть он впереди планеты всей. С другой стороны, он дискредитирует полностью рынок, но зато понятно, кто как работает. То есть я знаю, какие каналы ему миллионные принадлежат в техно, и это довольно забавно, когда он там, не знаю, кое-кого покупал, кто ушел в политику потом, а все потом забыли. И все это вот так, как скат, как это, щупальца такие. И ты когда в этой теме такой маленький смотришь на это все снизу вверх, и тебе забавно. Если бы их не было, было бы просто плохо. С новой тениской. Алик, что такое тениской? Тениска это что? Что Samsung, что Sony продают экраны, камеры другим. В собственные ставят, мягко говоря. Потому что алгоритмы решают. Вы говорите про сенсоры и оптику. Это же не два человека, это не один человек, который там, давай самую крутую камеру купим. Ну, вот у кого так? По-моему, у Meizu. Ну, у каких-то брендов третьих эшелонов. То есть от того, что они сенсоры крутые ставят, у них ничего не меняется особо. Стресс, а я не отвечаю на подобные вопросы, потому что это разгоняет при любом раскладе один и тот же бренд. То есть ты сравниваешь одинаковые железки. Ты такой спрашиваешь, что лучше, рыба или рыба? Мясо или мясо? Ты не сравниваешь мясо и рыбу, ты не сравниваешь конкурентов. То есть ты в самом вопросе ставишь меня в рамках выбрать из айку. Я не буду выбирать айку из айку. Вот и все. Что лучше, купить что-то новее или более старое? Всегда новее. Да, Дмитрий. Не-не-не, я к тому, что он из себя выжимает контент в плане, у него заказ, и вот ты не можешь ничего хорошего сказать, но надо что-то сказать. И, молодец. Вот без сарказма молодец. Ему тяжело. Это так, не знаю, так же, как Сардарову какие-то там шоу выпускать, хотя ты уже 40 тебе, уже огня не так и много. Это бывшие спортсмены или реальные спортсмены, у которых тестостерона зашибись, им легко вывозить, а блогерам бывшим тяжело. Сейчас я посмотрю, Денис Макаев. Если вы закидываете донат, просто говорите и все. Если вы спросили здесь, помните, что здесь много комментариев. 807. И у меня основная миссия – это прогонять девайс. 811 люксов. Надеюсь, что... Я не шантажировал, вы можете посидеть просто подольше. Денис, какие впечатления от Xiaomi 15? Стоит ли переходить с 14 на 15? Денис, у меня его еще в руках нету, но у Xiaomi магия, что 14, что 15, что 13, начиная с 13, они очень близки.
И если у вас Xiaomi 14, нет, я считаю, что вообще любые Android-смартфоны нужно переходить через поколение. То же самое, ну вот с яблоками чуть-чуть не так, если у тебя 14, можно было переходить на 15 чисто из-за Type-C-шника. Neo 10 уже вышел, я вот лег поспать пораньше называется. Алик ничего. Денис, это я вам отвечал? Ответил или не вам? Или там еще кто-то писал что-то? Так, еще конкретно подсел. Очень жду обзор на Redmi K80 Pro. Ничего себе. Мне первый раз без стрима человек Дон... Первый раз за 7 лет мне человек без стрима отправил донат. Аноним. Спасибо. Redmi K80 Pro уже прошел границу. То есть скоро будет. И это будут Xiaomi-шки, и они в глобалке у меня будут тоже. Напоминаю, что китайские 14 Pro и 14 Pro Plus от Redmi. Сейчас у IQO смарта со всеми брендами до 40к. Виталий, вы где? Вот вы нажимаете даже без ссылочки или вбиваете, вот есть ссылочка у меня на Neo 10. Либо вы не нажимаете ссылочку, вы идете сами ищете на Али. Там есть перечень бендов. У него нет 20-го бенда. Алекс, спасибо большое, что и вы ушли в бан. Я покупаю везде. Но если вы упоминаете много площадок, вот про Озон я рассказал. Honor Magic 8 Pro не послали, деньги вернули. Теперь он стоит на 30 тысяч дороже. Это плохой кейс. Хороших кейсов пока я рассказать не могу, потому что у меня в руках их нет. Когда будут, расскажу. Кое-что пришло, и от них тоже. Но, скажем так, сейчас больше половины, не больше половины, половина, наверное, девайсов я покупаю на Авито вообще. Потому что надо срочно. Ну и там чаще всего это какие-нибудь серовозные магазины. И, разумеется, это в определенном смысле риск. И иногда я встреваю. Ну, то есть, допустим, я вам скидывал, как я покупал iPhone 16 для розыгрыша, который будет на Новый год. И мне в режиме реального времени просто сказали: чувак, то, что ты оплатил доставку, это все плевать, приезжай, и дороже на 3000. Я такой, ну окей. Neo 10 Pro будет мощнее обычной версии. А мир хорошо. AirPods Pro 2 с Type-C зарядка. Очень довольна. Диана, это великолепно. Мы за вас очень рады. Я, кстати, понял, почему какие-то комментарии не вижу, потому что у меня только стоял фильтр. Вы напоминайте мне, чтобы я фильтр на общий чат ставил. Дионов, Димов АН. Ваша неправда. Вот вы обманываете. Мне Озон платит. Еще раз. Мне Озон платит. Мне платит Текно, мне платит Infinix. Все идет с маркировкой. Если вы хотите без маркировки рекламировать данные магазины, вы идите куда хотите, пишите в чаты блогеров. У Озона есть СПА реклама. Никто об этом типа не знает. Вы не видите, как будто даже в моей ТГ есть и Озона реклама, там написано реклама, и ВБ реклама, там написано реклама. То есть люди приходят, чтобы прорекламить что-то, и уходят в бан. Сколько ботов эти три магазина наделали. Realme Neo 7 купил. С Vivo я сравнивать не буду. Концерн бывший, пусть даже один и тот же. Это конкуренты друг другу. Пока ну, с каким Vivo? Вы понимаете, фермер, вот когда формулируете вопрос, сколько моделей у Vivo? Сколько? Какую вы модель имеете в виду? Vivo X200 Ultra, которая еще не вышла? Vivo X100 Ultra? По какому модулю? А как я могу вам ответить, когда у меня его нет в руках? И что вы имеете в виду конкретно лучше? По видео Vivo красит капитально, это нравится блогерам, но они на смартфоны не снимают. У них все норм. Ну, то есть, сформулируйте вопросы, я вам, может быть, отвечу.
Neo 10. Так. Сейчас посмотрю, что еще наверху было. Так что сейчас будет уже третий прогон. Покажу кое-что по менюхе, покажу чуть-чуть шим, но только при Радексе. И все. Так, я, наверное, тогда выключу питание. Сейчас есть периодический треск? Если есть, я сейчас вырублю просто свет. А при чем здесь ценовая политика и no idea? Вы понимаете, что IQ 12 это флагман. И стоит он немало. А писать в рублях абсолютно неразумно, потому что 2 месяца назад курс был 82, потом 86, потом 95, потом 112, потом 107, потом 101, теперь опять 109. И при том, что еще одна небольшая проблема, когда вы видите этот волшебный курс, вот что меня больше всего бесит, люди очень далеки от экономики. Как часто вы покупаете валюту? Я покупаю минимум раз в неделю кэш. И сейчас проблема купить кэш. То есть наличку не во всех городах России можно вот так вот получить. Да, Питер, Москва, окей, там Лиговка или еще куда-то ты едешь, покупаешь наличку. И теперь барабанная дробь. Если у тебя не хватает кэша, а стоит ценник 110, а ты не можешь его за 110 даже купить. Я сейчас не разгоняю, может он дропнется до 80. Но на данный момент в 2 городах, в которых мне покупали вчера валюту, нужно было ее заказывать. Притом там не какие-то десятки миллионов долларов. Думаете, это реальный курс? А теперь прикиньте, как продавец, который еще не получил деньги, потому что они заморожены не в валюте. Некоторые сидят вот так и ждут, и все. И да, разумеется, они гипотетический рост цены закидывают в стоимость. Разумеется, они вам его могут просто не послать. И если вы что-то пишете, пишите в долларовом эквиваленте, пожалуйста. Потому что когда вы пишете в рублях, это рандом. Вы его смотрели, допустим, неделю назад, был курс 90. Сейчас смотрите, уже курс 110. И вы такие, а вот такая разница. У одного смартфона вы смотрели, был 300 долларов, у другого 350. Так и осталось, но вы не смотрели в рублях. И плюс, смотря что смотреть. То есть, допустим, некоторые девайсы, их а-ля распродают, но по факту их нет в наличии. То есть вы видите волшебные ценники, ну вот как я Honor Magic 8 Pro. Видел, вау, ценник, ей. А ради чего? Ну, то есть, если его мне не послали, просто заморозил деньги, курс вырос, смарт не послали, на всех площадках он стал дороже, и все. Всегда рандом. Если у тебя есть много денег, то тогда можешь, ну, звук проскакивает 5 секунд тогда. Это очень интересно, потому что, мне кажется, я выверил, какая камера так работает. Вот сейчас лучше. Если не лучше, то это может быть кондиционер. Спасибо большое, Рамзес. Видишь, на тебя я реагирую как быстро и просто и молниеносно. 7 Pro, да. Хорошо, 7 Pro, Игорь, точно. Magic 6 продать не могу. Теперь заказал для сына с Амазона по скидке наушники Bose Quiet Comfort. Лучше было Sony покупать. Я-то Bose тестировал просто и оставил себе Bose, потому что Bose у меня никто не забирает. Вот как я сегодня друга, он у меня спрашивал, Паша без фамилий, что купить супруге, 15 Pro или 16. И вот то же самое, если бы он спросил наушники, Bose у тебя девушки не забирают. А Соньки они увозят только в шум пятые. То есть, как бы, вроде бы это женский вариант, но зато у меня его никто не заберет из гостей. А Соньки могут и делают это системно. Поэтому Sony я больше не буду покупать. Пожалуйста, Рамзес. Очень редко проскакивает. Но сейчас не должно проскакивать, я отключил свет этот. Напишите, если у кого-то будет сейчас проскакивать, то пожалуйста. Очень интересно услышать мнение. Я TMSTS, не люблю о таком рассуждать. Ну, то есть есть чип один, есть чип другой. Ты его тестируешь просто смартфон и все. На длинной дистанции, как оно будет видно. Иногда МТК в последнее время показывает лучшие результаты в играх, но здесь маленькое но.
когда ты открываешь какой-нибудь МТКшный смартфон последний, ну, вот у нас недавно был волшебный смарт, да, а ты открываешь, а там в PUBG обычном 120 Гц нет. Ну и кто здесь человек, у которого нет совести? Или бренд, у которого нет совести? А это чуть ли не самая играбельная тема вообще в принципе. Это отношение к пользователям. И зачем тебе покупать что-то на МТК, когда вот даже в таком у тебя, внимание, вопрос. У кого-то по-другому, каких-то моделей, но почему-то все время у меня так с МТК бывает. Вот. Спасибо, этого достаточно. Пожалуйста. То есть здесь самое важное, как оно работает. Так же, как, допустим, вы можете, повторяюсь, слышать, у кого какая автономность, я не люблю вот так. То есть сегодня я не выходил из дома, я не использовал GPS. Я не сидел, у меня не было времени сидеть, смотреть какие-то кинчики с телефона, и у меня не было подсъемов, я их делал вчера. То есть он у меня не разряжался. Я могу сказать, у меня iPhone вообще на 30% за день разрядился. На 30. Завтра у меня другой сценарий использования, и все. И то же самое касается любого смарта. Я гоняю их в PC-марке. Это не идеальный вариант, но для меня вот это как зато одинаково. Единообразно, но безобразно. Вот. И вы никогда не узнаете ваш сценарий использования, кроме, опять же, вот, допустим, для меня это игры, для меня это как я гоняю, когда ты на 100% зарядил, он снимает видео. У вас, ну, не знаю, может быть, еще какие-то сценарии. И вот относительно этого я сравниваю автономность. То же самое касается процессоров. Как ты можешь оценить отдельно процессор, когда это часть системы? AMD или Intel, да? Ну, под разные задачи и цена-качество. Опять же, квалкомовские процы, как я понимаю, очень дорогие сейчас. МТК в этом смысле демпингует. Это хорошо. Насчет аккумуляторов это разводняк, Олег, я считаю. Потому что, ну какая тебе разница, какие они технологии используют? Пишут они циферку на 1000 мАч больше и чего? То есть от того, что он на 1000 мА больше, он почему-то дольше не снимает и дольше играть ты в него не можешь. У меня именно такой житейский подход. 2 миллиона, 3 раза, 3 прогона, все больше 2 лямов. И это прям очень хорошо. И пропадание по яркости... Нет, здесь что-то как-то странно. Он мне показал отмена. Это потому что была иконка. 500 люксов, в общем. 500. Почему-то, когда я подключил, было 600, а так 500. Хочу отметить, что за 3 прогона 17% он у нас съел. Последний прогон он съел на горячую. Сейчас увидим. 6%. Мы, кстати, первые градусы не увидели. 5 раз был треск, лампы не влияют. Скорее всего, влияют, но, наверное, это уже другие лампы. Ну, хорошо, тогда отрубаю я роды. Говорите мне, как без микрофонов лучше или нет. Если без родов будут лучше частоты, то значит это был не род. Realme Neo 7, китайская версия. Есть ли вероятность, что его заблокируют? Есть. Большая, это спрашиваю продавцов. Большая она или маленькая, это не ко мне. Она есть. И это не из разряда либо заблокируют, либо не заблокируют. Они их блочили. 12512 ты имеешь в виду Poco X6 Pro. И не пишите про электронику ценники в рублях. Меня это прям нереально раздражает. Серега, у нас кроме нефти, газа, даже и они за валюту. Даже зерно, я вам скажу, продается за валюту. Не надо писать про электронику, которую вы не получаете за рубли в рублях. Потому что ты сейчас написал 24, завтра утром будет ценник на доллар 140, он станет 28. На доллар ценник станет 90, он станет 19. Понимаешь? Фон слышно. Всем здорово. Здорово, Олег. Звук стал хуже. Так, тогда я DJI буду подключать. И будет щелчки периодически. Я не знаю почему. Ничем я себе не помогу и вам тоже.
Но, скорее всего, щелчки от, опять же, может быть, от какого-то из источников света, значит, не от большого, может быть, от малого. Мы это сейчас выясним, потому что я сейчас задний свет отключу, а новый цвет подключу свет. Как вы думаете, правильно ли заряжать iPhone до 100%? Какая разница, Диана? Можете до скольки хотите. Вы не тот уже год, когда они от этого деградируют слишком быстро, эти аккумуляторы. Если вы хотите, чтобы его хватило дольше, чем наша жизнь, не факт, что хватит. Но его хватит при любом раскладе надолго, на крайний случай потом просто поменяйте. Точно через 2 года. Через рот звук тихий. Сейчас я повешу. Мы все время химичим со звуком. Постоянно. Сейчас смарт отдохнет. Я как раз шим часом поизмеряю. И 5 секунд. 5 секунд. Громкость не очень сильно отличается. Ну, хорошо. Вот так. Норм? Да. Так уже норм. И измеряем яркость. Все, он вернулся. Он вернулся в себя. Алекс, вы решили меня добить. Я говорю, пишите про доллары. Вы пишете IQO норм $380. Реджи, все, спасибо. Ну, кому-то звук нет. Спасибо большое за помощь со звуком. Олег, ну это не ко мне, это операторы связи. Потому что все говорят, что никто их не затормаживает, не замедляет. Так, 1300 люксов. Заходим в экран и яркость. 1300 люксов. Включаем шим. И шима практически нет. При том, что я сейчас вам покажу еще некоторые приколюхи в нем. Скрипит звук. Стефа. А что, вы уже писали? Нет. По-моему, Стефа это чувак, который меня троллит. Сфера. Да, сейчас покажу. Он не на русском языке. Стал скрипеть звук. Короче, все. Яблочные микрофоны. Как работает, так и работает. Я эти DJI уже все не перевариваю. Хотя у меня есть роды. Надо, наверное, роды подключить и настроить. Так, шим. И 13, 12. То есть, в принципе, если радексом измерять, если не... Ладно, я как-то тоже измеряю. Я не могу. Технически потом скажут, что я не я, и вообще все было не так. И даже еще и на максимальную яркость с вами тоже потестируем. Норм шим. Да, когда ты тестируешь радексом, норм. Главное тестировать радексом. Вот сейчас смотрим. Шим 40%, но ТНА. Тоже хороший. Но выставляем в 0. 27 все-таки, 24. Тоже 300 баксов, а у вас LTPO-шный экран, да? Сейчас он технически $320 стоит. Просто, может, курс кто-то забыл. Еще раз, курс 110. 110, не 90, не 50, как в 2022 году. Не 80. 0, 16%. Очень нужна трубка. Увидел твой пост, думаю взять. Яма как площадка можно? Конечно, можно покупать на Яме, но вопрос дня, тот пост, что сегодня был, там с таможней. Это из-за границы покупка. Часть Honor 200 не из-за границы. Так, и максимальную яркость сейчас тоже проверим. Чтобы вам не было скучно, а мне потом не писали в комментариях, а я видел у блогера, у него яркость 6000 нит и 6000 люксов. Вот. Так что будем мы теми блогерами, у которых яркость пусть будет высокой или невысокой. Максималка.
люксометр. $1500 люксов. Не хочет он больше показывать. Это хорошо, но не прям мега топ. Рустам, ну я с телефона и записываю 1400-1500. То есть больше он не покажет нам. Ну и ладно. Не это хотел я вам показать. Шим у нас был адекватный. Ну и это тоже я хотел показать, скажем так. Настройка яркости. Понятно. Автояркость отрубаем. Максималку выставляем. Разрешение экрана видите. Ультра HD. Частота высокая. Эффекта улучшения отрубаем. Always on display здесь полноценный, но опять же уведомления от AODA будут специфические и вполне возможно не все. К80 заказал на обзор, купил. К80 Pro он не идет, а 80 я еще на него смотрю, потому что мне выходит в 36 штук, и меня жаба душит. Какой в 36? Я сейчас скажу. В 42 он выходит. Нет, Миша, еще не топил. Я топил все время, топлю всегда в конце, и, может быть, топить я его не буду. Допустим, Z9 Turbo я не топил. Потому что IQ любит тонуть. Вы хотите просто, чтобы я встрял на 30 кусков, признавайтесь. Здесь даже защиты влаги нет. У них даже если она есть, он не тонут. Oppo Find X8 будет польза. Пусть 8 Pro не будет. Так, и я так и не показал. Смотрите, управление системой. Параметры разработчика. И, по-моему, здесь есть это частотно-импульсная модуляция. Вот. Сверхчастотное затемнение. Не вижу вообще в нем никакого смысла, потому что, вот смотрите, 6 при низкой яркости пишет, правильно? Включаем низкую яркость, допустим, такую 20%. Она включена, шим. Может, буду, я завтра буду думать. 12, без нее 11. Ну, также 12. То есть мы включаем шим. То есть вы видите, что при включении он врубается. Ну, то есть шима будет больше. Накидаем кринжа, как говорится. Кольт, но это сейчас я отключил DJI, может быть, это все-таки у меня было. Когда у нескольких человек что-то не так работает, то все-таки у меня с техникой, скорее всего, ошибка. Да, LTPO-шечки кайф. Смотрите, вот это Game... Так, Game Turbo. Сейчас, подождите. Я, кстати, ради интереса сейчас запишу кружочек, что мы... Вот так это все происходит. Так, гоняем IQ Neo 10, и вот так он будет вас в кружке при дополнительной подсветке снимать. Насколько он хорошо у нас отрабатывает, приходите смотреть на стриме. Алексу, Олегу, Рустаму, Эджин, Кольту, Пользе, Артуру, Иуд, Мише, Алексу, Шаттенс PC. Всем огромное спасибо. И что значит перекос в динамиках? Да, чувствуется. Как переворачивается? Я не знаю. Вот так, что ли? Не знаю. В общем, ну и можно вот так сделать, разумеется. Поснимать с основной камеры. И включить, кстати, по-моему, да, подсветку. Все. Все. Потестировали. Будем надеяться, что не будет сильно... Зажевывает звук. Я еще, Костя, ничего не послал. Как он мог зажевывать звук? Так, все, выгрузили. Выгрузили и забыли. Телеграм удален. Так, и, наверное, с PUBG обычного начнем. Быстрый процессор. Я не понял, а что у меня не так с... Что я тут искал долго? Да, я старый, у меня ограничена поддержка, Артур.
Шаттенс PC абсолютно адекватный человек. Приходит, спрашивает конкретные вещи, которые его интересуют, и все. Говорю, есть какие-то специфические темы, главное, не наезжайте. Я говорю, я читаю эти форумы, где меня всеми последними матами вспоминают продавцы серовоза. Потому что я, конечно, понимаю, что им в прикол посылать потом вот этих вот неудачников, которые купили девайсы и не знают, что с ними делать. А такой контент их раздражает. Extreme плюс, это значит 120 Гц. Смотрите с менюхой, что у нас. Monster, частота обновления высокая, игровые инструменты какие. Модуляция голоса, это все мелочи жизни. 4D вибрация здесь есть, хочу отметить. Вот. Она не во всех играх, она в 2 всего у меня здесь. Ну или в китайских. Игровой компаньон, лайф, и самое приятное, это вот прямая подача питания. В принципе, это то, что нас радует в IQ 13. Можно сюда его закинуть. Можно еще вот этот Z9 Turbo Plus, который все думали, что просто турбо. На официальном сайте Vivo презентация Neo 10 не указана никакой влагозащиты. Она 100% есть какая-нибудь IP54. Вот. Дублирование игры. Автоигра при включенном экране я понятия не имею. Игра запущена. Как понять автоигра? Ну ладно. В общем, настройки, подождите, мы не все поставили. Графика и звук нам надо X4 поставить, правильно? Сглаживание. Ну где вот эти вот все фанаты, которые кричат, давай я тебе покажу, что мне надо проверить, а сами не приходят, а? Разврат. А это что у нас должно было загрузиться? Что-то должно было загрузиться. Пусть играет. Там будет прям так написано 120. Extreme Plus это 90 FPS. Так, не понял. То есть Extreme Plus в PUBG это 90 FPS? Ну-ка, ну-ка. Да, 90. Значит, нету 120. Ну вот печаль. Спасибо, что поправили. Не скоро. Польза. У меня Neo 9 Pro Plus стоит дороже, чем Neo 10. Алекс, ну у тебя может и 3310 стоит дороже, чем iPhone 16 Pro Max. Если будет Fallout какой-нибудь, то, мне кажется, так и будет. Крышечек будет больше стоить намного. Повторяясь между двумя устройствами, которые практически идентичны, выбирайте то, что моложе, особенно если оно одинакового для вас бренда. Ну и логично, вы можете мучиться из разряда... Кстати, по поводу звука, я сейчас вам тоже покажу, пока мы летим. Я все равно секундомер не включил, кстати. Надо включить батарею. Пам-пам. Внутри аккумулятора все окей. И звук. Вот смотрите, специальные возможности. Потому что мне по-любому будут приходить на обзоры, говорить, почему ты не показал? Ну вот, приходите на стрим и смотрите. Специальные возможности, если вас бесит перекос звука, левый и правый канал. Вот они. У айкушек у всех есть. То есть перекос, да, какой-то из них будет менее мощным, но вот так, такой подход. Это, кстати, не худший еще подход, что может быть. Хэнди, привет, рад тебя видеть. И мы так и не засекли секундомером, сколько, чего и как. 5 секунд. Тройку. Секундомер. Понеслась. Ага, он еще и со звуком у нас. Все, секундомер пошел.
И чего теперь я? Я как раз посерединке дропнусь, что ли? Что за... Я просто сказочный обезьянник. Пока с вами общался. А Redmi K80 или этот лучший? Я не знаю, я еще только смотрю на Redmi K80, который выходит мне в 40 тысяч рублей. Мне жалко денег на Redmi K80. Я K80 Pro купил. K80 Pro, наверное, куплю сегодня. Напишите плюсики, если вам нужен этот Redmi K80. Сколько процентов заряда? 80? Ну, давайте 79 будем считать, окей. Потому что когда я смотрел аккумулятор, было 80. И яркость сколько? Вспоминаем у него, штатная. Кто смотрит стрим? У меня сейчас предвзятое отношение к современной технике. Александр, если вы занимаетесь ремонтом, не покупайте чего. Техника сейчас вся рассчитана на то, чтобы вы купили, потом купили еще, потом купили еще. Она либо сломаться должна, либо начать глючить. Опа. Там кто-то едет сзади. А или это плывет он? Или он летает? Не знаю, кто чего там делает. Подорожали не все. И все, в принципе, жаль. Нет, без лампы 1100. Ну, они не подорожали. Они подешевели. Просто их продают еще раз за тубрики, либо за юани, либо за доллары. Так как национальные валюты других государств чаще всего падают в цене, людям кажется, что девайсы дорожают. По факту они не дорожают. Просто дешевле становится валюта, в которой люди получают зарплату. Или иные виды дохода. Вот и все. Железки-то дешевле становятся. Так, а чего тут не открывается ничего? Ну ладно. Пойдем отсюда. Или не зайдем? Мы что, не можем зайти сюда, что ли? Очуметь. Опа. Где? Откуда там по мне стреляли? Я, кстати, первый раз здесь создаю вообще машинку. Так, то есть 120 FPS здесь нет. А у кого есть 120 FPS, кстати? Притом 3 раза 2 миллиона хочу отметить. О, вижу его. Все, залутанный человек. Залутанный бот. Звук скрипит. Ну, давайте рискнем вот так. Вообще жесть. И вы мне скажете, скрипит звук или нет. Я уже выключу все вообще. Да, сейчас распродажа идет. Но опять же мы должны помнить, что если вы переводите все в доллары, то выглядит все норм. Опа. Не получилось. А он теперь не собьет его, да? Это было неразумно, но все бывает, так сказать. Довыделывался, добегался.
Я пока не могу сказать по поводу, чувствую ли я разницу, потому что я слишком мало играю. По камерам вроде лучше. Но опять же, я могу желаемое за действительное выдавать, и все. Ценник такой же. Чего? По-любому будет бестселлером. То есть сейчас все равно звук такой же? Можно, знаете, что сделать? Вот сейчас слушайте. То есть, если скрип покажется сейчас, то это уже все, это уже чисто, я не знаю, что. Это сама программа от, может, ABS может скачать на iPhone. Я-то стримлю сейчас просто с программы iPhone. Тоже есть. Ну, тогда в топку. Скрип, когда я говорю. То есть в тишине скрипа нет. Можно похимичить. Есть идея. Есть идея, как сделать, чтобы скрипа не было. 5 секунд. Виктор, привет. Так. Я в тишине не слышу скрипов. Ну, значит, когда я говорю, тогда скрипы есть, правильно? Вот сейчас есть скрипы? Я сейчас сделал вообще просто лютейшую тему, и если уже она не работает, то я не знаю, что делать. По идее, она должна работать, эта связка. Вот сейчас у вас скрипит или нет? Народ уже боится писать, скрипит или нет. Сейчас просто вот сейчас я сделал эпичную тему. Если она не работает, то, наверное, просто 16 Pro Max шлакоблок. Вообще тебя не слышно. Есть скрип. Один. У тебя есть. Еще у кого есть? А какие у вас смартфоны? Напишите, есть скрип, смартфон такой-то. Потому что, опять же, может, слишком частот много передает микрофон. Есть скрип Z9. У меня пропали скрипы с компа. Так, а если вот так? Не, ну это уже дичь. Я не знаю, чего делать тогда.
Я потом еще попробую. А мы, по-моему, то же самое делали с этими, с родовскими микро, уже прям через нормальную программу OBS. Так, на самсах нет скрипа, понятно, спасибо. Огонь. То есть у нас здесь зона, и он еще что-то выделывается. О, спасибо. Зато у него были болики. Есть скрип в середине фразы. Когда молчишь, все окей. То есть надо просто молчать. Но это получается не программа, это получается при любом раскладе микрофона. И все. Так. Что можно выбрать? Можно выбрать что угодно. Вы только что перечислили. SS Pro, 10, 10E. Что хотите. Marked a location. У смарта звук шикарен. То есть у смарта звук шикарен, а когда я говорю просто шлак, да? Понятно. Вы же понимаете, что вы слышите свои микрофоны после рендеринга YouTube и после моих, и после моих микрофонов родовских? Нет? То есть физически это даже близко не тот звук, что слышу я. Какой тайм-код? А что я должен пересмотреть, Виктор? Скрипы связаны с обновами на яблоке? Я не знаю, его давно не обновлял. О, на фразы не близко топ-звук. Вообще, кстати, не понял, в чем прикол. Типа хороший пулемет. Это что такое?
Это что? О! Откуда? Ага, вижу. Вообще технически, кстати, АК спокойно пробивает машину. Marked a location. Marked a location. Объеду его просто и все. Все. Поймал. Так, все. О, ёшки. Хорошо меня поймал. Да, К-80 дорогие. Саня, не гоняй, штрафы придут. Нет, здесь не приходит штрафа, кстати. За это спасибо всему. Так, тогда я включу свет, все равно он вам не мешает по звуку. Картинка лучше. Как, кстати, картинка? Мне кажется, особой даже и разницы нет. Просто единственное, хорошо меня не видно. Есть обходная зарядка. Дрин есть. Вот она. Обходная зарядка. Все, можно уходить со стрима, да? Не забываем проставить лайк, за что я вам буду безумно благодарен. Всем привет, Ник Либра. Ну, кстати, странно, почему нет 120 FPS. У каких смартов есть 120 FPS? Подскажите, я уже не помню. Нет, по ощущениям не горячие пока. Но мы играем только 18 минут. Видишь, не горячие. Это просто я люблю IQ. 39,4. Не могу быть объективным. Ну, то есть тыльная часть 39,4 это так уже прилично. Но главное не лицевая. Все поставили, кроме одного. Нет, люди приходят и уходят. Кто-то не ставит, кто-то ставит. Я еще раз призываю вас всех к сознательности. У вас не донат просит. Палец вверх и все. Палец вверх, послать меня и можно идти. Северный. По-моему, меня здесь и убили в прошлый раз. О, ёшки, ничего ж себе здесь народу. Я пошел. Я пошел куда-нибудь. Уже не пойду. Уже все.
Уже бесперспективняк, я сейчас встряну. Самый прикол, что я вот такие не люблю зарубы, когда ты типа доказываешь, что у тебя лучшая реакция. Что здесь очень много зависит от случая. И от реакции тоже, но и от случая. И чувак на втором этаже. Лутается. Их двое. А как это командой можно здесь? Ух ты, ёшки. Да что ж такое-то, а? Вот если боты такие, это прям жесть какая-то. Мне не нравится. Но вот это бот 100%. Ёшки. Ёшки. Вот это на бота не похоже. Еще чувак какой-то там. Да что же такое-то, а? Здесь какие-то просто гиперзарубы. Сори. Да, будет обломно, если меня вынесут. Патронов нет вообще ни к чему. Просто ни к чему нет патронов.
Просто ни к чему нет патронов. 5.45 патроны отсутствуют наглухо. Во сколько начало чего? Так, все, тут супер зарубы прошли. Еще какая-то эта штука есть. Все, можно... Как и я, косой чувак. Косой бот, как и я. Два косых бота встретились. То есть даже если ты не бот, это еще не значит, что ты легко победишь всех ботов. А почему боты сразу не умирают? Ладно. Все не важно. Добра и позитива. Можешь, если играть еще... А я не знаю, мы 27 минут, еще 2 минуты мы засекаем и идем в PUBG New State. То есть, по идее, чувак на опыте бы стопудово... А что здесь такое? Это газ? Нет, это не газ. Он бы залутался в первую очередь вот там. Там, где этот стоит. Чемоданчик. Ну, кстати, боты нормальные могут и вынести. Добра и позитива и вам тоже. Ну, К80 и 80 Pro, да, будут на английском. Ну, с Эдитом, может, что-то и переведется. Не думаю, что много. Уже, кстати, довольно горяченький. И надо проверить яркость. Через минуту. Через минуту проверяем яркость. И уходим в другую игрушку. Айкушки наклепали очень много подобных устройств одинаковых. С виду. Я знаю, что можно играть картой с сквадом. Но будет маленькая проблема. Если ты собираешься играть один, а у тебя в скваде странные люди, то будет печаль. «30 минут ровно». Было 79, стало 72. То есть 14% в час с яркостью 940 люксов. Очень жирно. И сразу же хочется тогда уйти в Genshin, а потом, может, в PUBG New State, кстати, если он сильно не будет
мучиться. Это великолепный результат. 7, подожди, 14, это ж получится 7%, да, 14% в час. Будешь ли мучить что-то китайское на английском языке? Да, К80 и К80 Pro. Может быть, музыку на фон. Лето, а потом мне будут говорить, что у меня еще что-то скрипит. И прошлый раз, когда я включал музыку на фон, мне пришло ограничение по монетизации. То есть у меня был закрыт ролик для России, по-моему, дня 4, пока я все вырезал. Там за раз все сразу не вырезать было. Так, 72 запомнили и включили секундомер. Какой-то он тянучий уже. Уже тянучий. Смартфону уже не нравится ничего. Опа! Или это просто игра так? Надеюсь, игра. Да, это игра так. 60 FPS надо выставить. Все, идем к заруба. Давай заходи, Дмитрий, если тебе не лень. Ты можешь зайти во время бойни, нет? А почему бета опять? Сейчас опять вроде реально сбросил. Подожди, у меня яркость зафиксирована. Блокировка яркости стоит. Так, я могу уйти отсюда, нет? Убежать. Это который 8 ген 3. Neo 10 это 8 ген 3. Не элит. Арс, ты понимаешь примерно, что вот смотри, у меня 2,5 миллиона просмотров в месяц с 3 каналов. И, ну, либо люди на одной волне с тобой, либо нет. Я тебе ничего объяснять не должен, я к тебе не приходил с требованиями. Ты сейчас пришел ко мне с требованиями для чего? Я даже не помню, кто ты, откуда, что я с тобой обсуждал. То есть, и все. Приходи в чат, смотри, я в многих чатах присутствую, и я понимаю, что у меня другое мнение, я просто не выделываюсь. Люди приходят и с ноги выносят дверь тебе, а потом еще предъявляют, как ты сейчас претензии. Зачем? Если забанили, значит, это не чат, который тебе не подходит. Все. Существует 3 чата. Можно считать, что чат болталки, там банят, чат взаимопомощи. Так, а почему мне 60 не показывает? Так, все, можно телепортиться и биться. Мой чат, и вот здесь телега. Ой, YouTube. То есть в YouTube мы тоже можем постоянно разговаривать. Здесь тебе некомфортно общаться? Так, Арс, я не помню, из-за чего, кого я банил. У меня забаненных стабильно. Вот последний раз я разбанил 8000 человек только в основном чате. Люди не читают правила, объяснять им еще раз правила зачем. Еще раз, есть каналы, которые настроены на рост, у меня настроены на комфортное общение. Притом, в первую очередь, мое с подписчиками, друзьями, зрителями, как хочешь назови это. Ну, вон я Диану вообще 6 лет знаю, она периодически заходит к нам на стримы. Это очень длинная история, хотя она кажется в объемах с подписчиками, но она максимально домашняя. Вот смотри, сколько сотен, если не тысяч часов я провел вот в таких стримах. Без формулировок, давайте общаться по каким-то причинам. Тестим.
Neo 10S Pro Plus. Понятия не имею, на чем будет Neo 10S Pro Plus. Даже гипотетически не подозреваю. У меня, кстати, сестра застебала, по-другому не сказать, что у меня такой высокий левел и такой низкий урон ХП. Что мне надо прокачиваться в гене. GameSir X3 Pro. Возьми отличный геймпад. Да, может быть. Я недавно человеку, который занимается, таргетологу, довольно успешному, объяснял, как у меня все это работает. И она у меня, кстати, это было вчера, она меня спросила, а для чего ты все это делаешь? Это же, как бы бесполезно с точки зрения денег. Я говорю, так, блин, мне нравится она, логика, зачем логика? В общем, если люди про вот как раз логику, как вы правильно говорите, что мне там объяснить еще что-то, могу не отвечать. Но мне проще забанить, потому что я читаю эти чаты, я читаю эти комментарии. Логически, может быть, он на МТК. Может его вообще не быть, Саня. Я не люблю очень вот это вот может, не может. На чем будет, на том будет. Мне кажется, что он сбросил яркость, но об этом мы проверим, давайте. Чуть-чуть он сбросил. 760 люксов абсолютно адекватно. Я думаю, что в глобалке OnePlus 13, который уже начали все гонять, кто должен, он будет огонь. Дмитрий, а есть соревнования по Геншину? Нет? Или только под Диабло? Да, обидно. Угу. Ну, а что такое нормально? Я говорю, у всех свои цели и задачи. Да, так вот, не рассказал про таргетолога. Она посмотрела все, что я делал, и сказала, что я кукукнутый. Спросила, а когда ты живешь? Я спросил, это просто, я не знаю, я сказал, вот так и живу. Она покрутила пальцем у виска, и все. Вот так люди из бизнеса рассуждают по поводу техноблогинга. Помните, как какая-то девушка к нам заходила и говорила, а чего это вы на стриме делаете? А что это вы играете? Ну вот, наверное, примерно так же. То есть у человека не хватает понимания, что может кто-то... Вот с тачем какая-то уже беда. Вы видите, веду. Не хватает понимания, что кто-то сидит просто как расслабон. Это же не новостная лента. Давайте обсудим что-то. Это же не... Это раз. Два, много очень продавцов. То есть реально серовозов. Три, допустим, я на стримах много чего узнаю нового. Да, есть AdGate. Мы уже показывали. Обходная зарядка есть. Да, фризит. И так. И так уже началось на этой 7-й минуте, получается. Что ему тяжело. У меня, кстати, у сестры в ТикТоке 300 тысяч подписчиков, на секундочку. Слабо. В 17 лет. Вот так. С нулевой накруткой. А у меня 5000, по-моему. Арс буду. Когда идет до меня? 22-го, может позже. В начале января это будет. Я никуда не спешу. Вообще. То есть, как бы, тут видите, облом с курсом.
истерия. И опять же, опа, непопулярный смартфон. Я говорю, вы можете долго говорить, что вы его знаете, но вы его сами бушно не покупали бы дороже, чем на 70, за 70% от стоимости, от минимальной цены в нового. Алекс, я не знаю, может быть, норм будет. Так он и без кулера вроде норм. А с чем, что с кулером плохо играет в Гену? Я такого не знаю. О, я даже добил, по-моему. И, кстати, интересно, почему у меня 4D вибрации не работают. Высокое разрешение для игр, исходное качество. Хочу вибрацию. Она должна быть. Почему-то не врубилась в этот раз. TikTok очень хорошая платформа, если понять формат. Ну да. Но опять же, у всех свои истории. Это он по мне стреляет, поэтому от него не отлетает ничего. О! Дмитрий дошел. Так, и чего тут? Что-то Гена третий поплыл. Не понял. Как понять, третий Гена поплыл? Что-то я как-то не туда, по-моему, прыгнул. Еще раз. Не понял. О, типа. Я, по-моему, с этой стороны в прошлый раз к нему заходил. Александр, ну там легенда такая, что, повторяюсь, налички нету. Вот там, где меня знакомые берут, ее нет. Уже как вторые сутки под заказ только. Не так там и много они брали. А если брать курс, как успокаивают, типа это временно, пока кто-то там выходит. Пока кому-то нужны эти доллары. Но они, в принципе, в отпусках нужны многим. То есть сезонность еще, валюта. Народ-то не перестал за границу катать в отпусках. Вот. 8 ген 3 поплыл, да, Арс. И он такой довольно горяченький, я вам скажу. Что это такое? Вот. Так, и чего мы тут? И ничего. Почему это все не ясно? Но он где-то должен быть здесь, рядом. Весь заход был внизу. Вот тут? Ну вот. Это этот. Папоротник. Ну и на распродажах рубли тратят. Ну да. Они все равно меняются все на валюту какую-то.
Пам-пам. Да, ставит Виктор. Сколько же у нас любителей чоканья появляется в чатах? Это новый тренд? Может быть, кто-то подскажет мне? Подростки чокают? Или как? Что это за прикол? Почему чо? Г. Да? Г, чо. И нам вот туда надо бежать. Не кайф играть. То есть нужен, да, кулер, наверное. Потому что даже 60 FPS без максималки. Руки уже потеют 15 минут. А температура 41, тыльная часть. И лицевая 42. И 3. Да, как бы я позитивно 43 не относился к айку, это не лучший пока вариант для Гены, точно. Без кулера. Хотя, опять же, большинству все равно. Есть ли в Геншине в игровом режиме фреймбустер? Да, но ты понимаешь, что ему будет хана? Ну, то есть, ты имеешь в виду вот это вот улучшение качества... ты имеешь в виду не качество, а это увеличение FPS. Подожди. Я не вижу здесь. Здесь или где? Это надо в других настройках, по-моему, искать. Но если ты еще увеличишь фрейм, частоту, ну, ты увеличишь качество, допустим, картинки, ему придет хана. Он уже 43 градуса на экране. Ты сколько хочешь? 47? Это еще 15 минут только. Нет, Арс. Ну, еще раз, ты бы стал мне предлагать что-то? Я потом буду это вспоминать 500 миллиардов лет. Я бы не стал. Нет, Vivo не предлагали мне партнерки. Но Vivo предлагают мне смартфоны, которые мне не нужны. То есть там вот то, что в глобале у них продается, вэшки, они мне предлагали. Без требований, просто типа возьми и расскажи. Мне неинтересно. Но это происходит раз в полгода. И я там у них в пуле, наверное, в самом конце. То есть я вообще не отношусь к шикарным типам, которые мне нужны. Может быть, вэшки и пообозревать. Напишите, я уже второй год, если честно, мучаюсь с этим вопросом, делать ли обзоры на вот эти V-серии или нет. Так, и чего, он исчез? Он уже исчез. Устал. Пожалуйста, сердце. Так. Почему это и есть новый айко? Еще раз, от того, что у тебя здесь будет в игровых инструментах. А я понял, о чем ты говоришь. Он уже не вывозит 60 FPS. Какие ему больше? Есть приоритет кадров. Я сейчас покажу тебе. Через 30 минут напомни мне, я поищу и покажу приоритет кадров в играх. Так, подожди, не то. Вот это вот надо найти. Отслеживание. Ага, вот туда. До свидания. Все, кирдык мне. Так, где-то здесь должен быть типок. Вот он. Мне кажется, что это он. Это он? Да. Ох, какие тормоза бодрые. Какой-то новый налог с рекламы для блогеров ввели. Какая разница? Там еще вроде 3%. 3% больше, 3% меньше. Какая? Неважно все это. Они бы площадки перестали бы трогать, и все. Потому что 3% с нуля, чего они сделали? Они сделали, чтобы монетизацию в YouTube не было в России, а ее было много. И после этого они сказали, нам нужен налог. Чего там осталось? ВК не платит никаких денег никому.
То есть вы не найдете блогера, который скажет, кроме тех, которые они купили для того, чтобы у них продвигалась как-то площадка в глазах тех, кто тратит на них деньги. Так, а чего мне не так? Телепорт. А, мне надо выйти, что ли, с этой штуки? Так, куда мне выйти-то? Налоги – это всегда весело. Алекс, а почему вам должны объяснять, если вы не читаете... То есть, почему закидывают в бан? Потому что вы нарушили правила. Все. Почему вам не нравятся правила? Или вы знаете правила группы, допустим? Можно вот так сформулировать. Можно попытаться вот так сформулировать. Знаете ли вы правила группы Пользы.нет? Илья, привет. Вас здесь же не банят, пришли же, все нормально. Ну, и общаемся. А те телеги, которые вам не подходят, зачем? Вам они нужны, если вас там банят. Там все, кто должны быть, они должны. Я говорю, вот мне это больше всего нравится. Если в одном телеграм-канале 19 тысяч человек, в другом 16 тысяч человек, значит, кто-то понимает правила, кто-то понимает. Кого-то все устраивает, кого-то все устраивает. Кого не устраивает, тот уходит или его банят. Все. Смысл-то дискутировать. Вон есть миллионы телеги, увился еще у кого-то. Можно там сидеть. Там много всего полезного тоже. И более комфортное общение. Мы здесь можем поговорить. Вы пришли сюда, чтобы спросить, почему банят, вместо того, чтобы поучаствовать в дискуссии или обсуждении. Потому что наверное, все способности по коммуникации, вот они у вас сейчас здесь. А есть какой-то смартфон, который не потянет Warzone? Алекс, назовите мне модель смартфона дороже $200, который Warzone не запустит. Мне, кстати, кажется, что в Warzone есть чуваки, которые реально его пиарят. Ну, типа, чтобы народ приходил играть. Но я не уверен. Так, и здесь же был тоже какой-то там, вот он, куб. О, без. Илюха, привет. Да, через яблоко стримлю. Ну и через родовские микрофоны. Нет, стрим то, что дерганый, это интернет или замедление. Потому что у меня стрим не дерганый. И есть народ, которого звук не трещит. Поставьте 2 плюсика Илюхе, кто не слышит треск. Илюх, ты с чего смотришь? С Вива? Или с Realme? Так, куда мне? Сюда. Проще телепортнуться, мне кажется, заодно еще восстановить жизнь. Не трещит. С компа. Я тебе говорю, Илюха, это Realme просто или Vivo. Признавайся. 2 варианта. Либо Realme, либо Vivo. Вот там могут быть проблемы с динамикой. Ну, как у многих людей нету никаких проблем. Хотя я допускаю, что вполне. Но то, что он не тормозит картинка, это 100%, потому что я смотрю с компа у себя, и фризов нету. А так яблоко дно, если не пользуешься им для того, чтобы банковские приложения прятать, или используешь его как камера. Спасибо большое, Алекс. Теперь вы здесь тоже в бане.
Я не понимаю, что это за прикол. Заходите с одной платформы на другую, забаньте меня еще раз. Мне плевать на ваши правила. Мне плевать на ваши правила. Насчет Warzone, Санек, погугли, в чем прикол. Там с процессором МТК. Я не играю в него просто. Почитаю на досуге. Я смотрю с телевизора айфона, а печатаю с Honor. А, Ну, я говорю, у нас просто уже много было вопросов по поводу того, как что стримится. У меня и стримилось все с Sony Z10VE через эти карты захвата. Тоже бывают тормоза у кого-то. А что у нас наступает? Воленпау, 13 число. На Redmi трещит. Тимир на Honor трещит, на Redmi трещит. Знаем. А что за Honor у тебя? X8 Pro? Я его уже никогда не получу. Мне заказ его отменили. Видишь, если оптимизацию по поводу всех игрух, которые... Ну, ты в Warzone играешь, тебе интересно. Если читать про оптимизацию всех игрух, то там просто долбанешься. И все. Я вообще в Warzone не понимаю, как что-то может тормозить, хотя мне все убеждают, что там прям безумное количество потребления ресурсов. Вот. Но, может, и скачаю здесь сейчас. Я хотел после Геншина еще поиграть в PUBG New State. Трещит на 5 смартфонах. Ты, короче, мне 5 онлайн и человек даешь, да? Это я помню Honor V2. Ты раскладушку урвал. А мне Honor Magic 7 Pro не послали. Вот видишь. 8 Pro, наверное. Почему 7 Pro? Или 7 Pro? Скорее всего, 7. Я же видел, ну у тебя, если обзора не было, то ты в ТГ-то много постил по поводу него. По поводу Honor V2. У них уже нет таких жирных ценников, к сожалению, ни на что. Все. Потому что курс сказал до свидания. Там уже не важно где-то, что ты ищешь. Все по какому-то космосу. Момент кончился. На ТВ-боксе звук и картинка плавная. Ну, вот я говорю, здесь все зависит очень сильно от... Так, еще раз. Ты смотришь на Vivo, Honor, Pixel, Poco, телевизор. И на айфоне тоже звук плавно тормозит. Но я говорю, может, если тормозит, это вопрос к оператору связи, это, ну, к Wi-Fi. Потому что вот кто из Москвы смотрит, в основном у них нет проблем. То, что картинка выдается норм, это вот я сейчас вижу, я же говорю, я включаю, у меня гигабитный интернет здесь тоже. Не скажу, что она прям идеальная, но норм вроде. Опять же, все относительно. Так, где мы здесь? Сейчас здесь. Прыгнем опять сюда. Ну вот у меня 7 Pro, я просто хотел купить на Авито, потом хотел заказать через Перекупов, потом подумал, на Озоне на 15 дешевле, и теперь в итоге везде это на 30 дороже. А Озон мне не послал. Да, что-то пошлют, что-то нет. Что-то пришлют заблокированное, да? Как 7 Pro были. Ой, 6 GT, GT6 народу приходили заблоченное. Ну, также Мегамаркет, помнишь, когда раздавал? Стил сейчас опять промики, по-моему, раздает нормальные. Всякие промики, и все такие бежали. Вот у Озона такая же тема. Они сейчас вложились нормально в рекламу. И посмотрим. Но пока они не удерживают, потому что сейчас там цены хуже на некоторые позиции, чем на Яме. На некоторые позиции хуже, чем на Али. О, ничего себе, как он меня вынес быстро. 28 минут и все. Ну, хочу отметить, до каких-нибудь там 300 люксов он не сбросил. Как некоторые Vivo. Так. Не ухожу с айфона из-за безопасности. Тебе про безопасность расскажут представители бирж, допустим, если ты занимаешься криптой, которую я не одобряю, или тебе про безопасность скажут госуслуги. Кстати, для примера, вот в госуслугах я делал недавно ключ. Кому надо, они уже дистанционно его делают. И чтобы вы думали, загранник никто не считывал, кроме айфона. То есть у меня госуслуги вообще стоят на
S24 Ultra и на Poco F3. Никто не смог прочитать мой загранник. Установил на iPhone вот этот госключ, и с iPhone он прочитал его. ВК люто долго обрабатывает двухчасовые видео. На сегодня запланировал большую распаковку. По итогу YouTube обработал уже давно, ВК и Дзен еще не обрабатывают ролик. Ну, это же лучшие платформы, обязательно туда переходите. Прикинь, туда перейдет реально процентов хотя бы 15 всех. Это будет просто жесть. Я говорю, меня на ВК нервирует, я вот тут там постю иногда, но прям очень редко. И меня бесит, что я не вижу просмотра, я вижу вот эти вот охваты бесполезные. И все. Ну и ты что-то там пытаешься выгрузить, да, у тебя, ты какого-то лешего должен ждать. Твой стрим на 100% при 20% громкости другого стримера. Прости, пожалуйста, Александр. Но у меня здесь все получается ушатывание. Подожди, а что ты про МТК? Илюха, я не совсем понимаю. То есть это-то проц 8 Gen 3, это куалкомовский. Зачем мне его проверять на Warzone, как народ спрашивает? Потому что думают, что может быть проблема как с МТКшным процом, что ли, или как? Седл КС, я считаю, что это просто гон лютый, потому что я могу скидывать. Я скидывал, я уже устал скидывать свою стату, у меня не поменялось ничего. Ноль. Ноль изменений. Ну, я по моей стате могу сказать, что если людей меньше стало смотреть, то на процентов 10. Еще учитывая, что у меня актуалочки 0. То есть у меня не актуальные сейчас обзоры абсолютно, а просмотров столько же. Ну и все. Можете через статистик сами посмотреть. Там каналы просто смотрятся. Это легко стату увидеть. Так, 770 люксов. Шикардос. Шикардос. Ну, Warzone давайте скачаю. Или нет смысла? Качать, не качать Warzone? Я сейчас посмотрю, сколько он весит. При любом раскладе я хотел еще Call of Duty, короче. Так, а что мне? Ну, я думаю, всего хватит. Вот, при любом раскладе, вот смотрите, сейчас я покажу, как микрофон. Вот. Которую не поддерживает Dimensity. Это владельцы снэпа спокойно гоняют и не парятся. Фанатов этого игры просто оказалось за бортом с МТКшными смартами. Я не в курсе. Я говорю, если видишь, Илюха, если все игры реально за всеми палить, ну это долбанешься. Сколько этих игр в топе? Даже наподобие Гена вот это есть с космической темой. Она тоже где-то тормозит, где-то нет. С PUBG, вот смотри, мы сейчас тестировали PUBG обычный. Там 120 FPS здесь нету. Вот. Кстати, по поводу интернета, вот уже 2 гигабайта уже скачал он. То есть 1.79. Пока мы с вами разговаривали, он уже устанавливает. Цена экономия. Цена скорости. Им надо быстро первыми продать дешевле. Арс, еще раз повторяюсь, по поводу безопасности, я повторяю, что вот моя история с банками, биржами и остальными прелестями и государственными какими-то штуками. Иван Олег Олегович, вы будете забанены, еще раз упоминая это. Это в открытом доступе нельзя упоминать. Качалось, пока играли? Нет, я сейчас вот, когда вышел, скачал. PUBG, если не знаешь, на экстре будет 90 FPS. То есть на экстре. Я на минималках, на минимальных настройках графики. Ты, наверное, не понял или я не понял? Подожди 5 секунд, я тебе сейчас покажу. Ну да, 90 FPS. Так есть же 120 у него. Меня уже поправили, Илюха, что это 90 FPS. Вот он качает 5 гигабайт. Скорость у него. Я говорю, с Wi-Fi, когда все норм, ничего нигде не тормозит. Но для этого должен быть норм Wi-Fi. Что скажете насчет всего? Красивый софа и дорогой Xiaomi 14T Pro. И у всех есть обзоры. У Илюхи есть, у меня есть на него. И примеры фото, видео и всего чего. Теперь он препаринг делает Warzone.
Очень тихий звук. Ну, я могу сделать вот так. Но мне кажется, тогда будут еще большие помехи. Ну, вот ради прикола, какой сейчас звук? Сейчас, зато сейчас должен быть, по идее, перегруз лютый. Я через петличку луплю, через этот DJI-овскую. Вот сейчас плюс 5 и плюс 7. Надо прислушиваться, да, Илья? Спасибо. Заканчивает инсталляцию. Сейчас хорошо. Я могу еще громче сделать. Не сильно изменился. Ну, хорошо, вот сейчас еще плюс 5 дБ, 6. Сейчас плюс 7 и плюс 11. Это уже прям вообще очень много. У меня сейчас, кстати, рода отрубятся и все. Осталось чуть-чуть, как говорится. Нет у меня такого прям вау-вау-вау. Что за модем? Билайн. Altel. Олег, я не успел прочитать, ну хорошо. Так, Игорь, если человек выглядит не уставшим, это плохо. Значит, он не дорабатывает. Да. Если я на себя прицеплю, то она будет щелкать. Что такое Висмарт? Я катался в Дананг сейчас. До этого я был в Ханое. Плохой воздух. Чего для меня Вьетнам? Я туда не поеду жить точно. И тусить туда не поеду. Сингап. Вьетнам плохой воздух. Открывайте покрытие по поводу воздуха. И вот эти все волшебные штуки по поводу того, что там мне вообще наплевать. Типа в него надо еще регистрироваться отдельно? Не шутя. Можно через PlayStation. Во. Я не знал, что можно через PlayStation. Прикольно. Не, мне кажется, я не хочу этим заниматься. Ну, может, зайдет сейчас, посмотрим. Алекс, пожалуйста. Телеграм здесь в описании бессмысленно писать. Или это у тебя бот работает? Род шляпа. У меня Holy Land есть. Мне не нравится, как он работает. Мне Holy Land не нравится. У меня есть он. А роды мне нравятся, но они неудобные. И они у меня тоже есть. Warzone умирает. Back to game. Open. Так чего он так? Я не понял. Он не зашел у меня, что ли? Аккаунт registration. Not робот. Жесть. Ну, в топку этот Warzone. Play просто нажму. Так много играет народу в Warzone. Напишите 2 плюсика, кто играет. 118 человек в онлайне. Александр, спасибо. Так, что-то там докачивается. Монстр, яркость максимум, частота дискретизации экрана выставил. Блокировка яркости есть. Так. А почему он не грузит? В папку проверь. Вот Артем, вот 2 человека. Илюха, фаталист. Артем, чисто потому, как ты пишешь, я ничего проверять не буду. Культура, Артем, культура. Культуры нет, проверок нет. Не ваш чат вообще. Vivo X200S будет обзор, как раз они помучают его чуть-чуть, и будет норм. Так, а чего там смотреть-то? Графику как ставить? Кастом. Графику тут можно в онлайне в игре поменять или нет?
Винфаст нет, не был. Мне кажется, что те, кто смотрит канал, они видели, чем я занимался там. Там у меня было 2 смартфона, которые я мучил. Realme GT7 Pro и iQOO 13 как раз. Так, settings, graphics. Ну, давайте, ладно. Переключаю все. Рубимся. Вот что может быть не так в Warzone? Тот, что у тебя в руках волшебный, остальные нет. Все. Так, пик. Ладно, надо сначала дропнуться, я так понимаю. Окей. Вообще нет плавности. 32-30 FPS. Ну, это, наверное, потому что не выставлена она. Settings, graphics. Не, она заблочена, надо выходить, наверное, в меню. И все. Это боты. Я залип. Откуда у меня приедет глобалка 13-го iQOO? Илюха, ты так стись. С какого перепуга мне приедет глобалка 13-го? Нет, я китайский пообозревал, все. Это вообще не мой формат, чтобы мне дали... ты имеешь в виду 13-го? Подожди. Не iQOO, наверное. Ну, вообще мы не можем с тобой про то, что... Конечно. У меня здесь была эпопея лютейшая. Короче, тут 13-й, который ты имеешь в виду, я про него уже сказал, что он будет в январе. Я больше китайский жду. Но он у меня будет тоже в январе, скорее всего. Жду, когда Паласы выкатит свой компакт. Ждем, когда они допилят. Так, а как тут, опять же, main меню? Да. Палас 13 мини, не знаю, когда он будет. Ну, во всяком случае, у паласовцев нет информации по поводу этого. Те, кто отвечают за Палас. Так, хай, правильно? А чего здесь проверить? Хай, хай, хай. Все. Все, графика на максимуме. Все. Можно единственное 56%. 56, да, 56% играем. Но я не верю, что Палас минки выгрузит. Мне кажется, сначала Oppo выгрузит минки, а потом Палас. Билайн, Алтел. Ну, вы смотрите обзоры, вы смотрите тесты. Вы можете сделать для себя вывод, лучше в играх 8 элит или нет. Ну, у вас может быть вообще ответ, что какие-нибудь Snap 3 восьмерки будет лучше, или Gen 2 даже. Восьмерочку. Про Палас 13 про Global нечего говорить, потому что они еще будут их допиливать. Вот. Jump Leader. Окей. И чего? Так, и... Это круто, мысль, нет?
Ой, это же был... Понял. Это был не наш. Ну да, кстати, кому-нибудь интересно глобалки, потому что они мне пишут раз в полгода по глобалам. Если вам прям интересно, то я могу взять что-нибудь. Хотя особого желания нету. Я говорю, у меня на обычной этой версии, на X200, вот смотрю, там OnePlus, ZTE, но этих смартов еще будет море. Так, и чего? Надо, наверное, вот так сбросить сюда. А почему... А, надо кнопкой типа, я понял. Это меня бесит. Нет, Poco F3 вообще отвратно сейчас снимает. Я же пытался его тестировать. Poco F3 сейчас это тормознутое нечто, которое они, я не знаю, как они сделали за... Ну, что Poco F3 никакой, но он никакой. Вот он никакой, они просто его убили прошивкой. Прям тулярд процентов. Так. Как же неудобно-то, а? Надо под себя управление сделать. Xiaomi 14T стоит брать? Ну, посмотрите обзоры все и решите для себя, нужен он вам или нет. Смартфон по мне достойный, учитывая стоимость. Если вы его там на Алихе видите 35, если где-то еще дешевле вы его найдете, то это будет вообще пушка-гонка. Единственное, бота смог снести, ура. А с чего он так стреляет быстро-то? Ну ладно. До HyperOS вообще F3 был просто топом. Я не знаю, что они сделали вот с этим смартфоном, потому что все железо у него, оно позволяет просто рвать. Я говорю, вот то, что F3 они убили прошивками, 1,000,000%. Просто 1,000,000,000. Зачем? Ну, для того, чтобы народ покупал новые смартфоны. Все, потому что по-другому никак. Что никто ничего по-другому не купит. Угу. А, вот надо вытаскивать все. Я не знаю, наверное, надо, видишь, постоянно, Илюха, его тестировать, для того, чтобы сказать, что вот он норм. Потому что я фризы чувствую, но не лютые. Графу, ну, он не греется. Опять же, графа вроде выставил на максимум. Может, у них у каких-то других вариантов. Если, короче, смотрите этот обзор, и вы выбираете для Warzone Smart, напишите потом в комментах, что у этого не так было, и на что мне в следующий раз обращать внимание. Что игруха интересная, плевать, что меня там выносит постоянно. О. А что у меня он не стреляет? Почему он мне не стрелял-то? Очень интересно. Встретились два одиночества, да? Что ни один, что ни второй не особо фонтанно играют. GT2 камеру как-то ухудшили. А еще на нардах официально вообще стап убрали. И чего там только они не делают. Я говорю, рано или поздно, ну, опять же, производители 100% кормят всяких
Опять же, кормят. Мне кажется, вот, допустим, антимонопольное законодательство вообще никто не смотрит, там, ухудшили, не ухудшили. Баллы вон тут и те же, все. А то, что они ухудшили оптимизацию внутреннюю, надо почитать по нему, какое лучше оружие. Но стопудово вот вроде этот должен быть нормом. А, все, зона. Всем привет. О, да что ж такое, почему он не стрелял-то? А меня кто-то может поднять? Ёшки, так жалко. Илюха, видите, подкинул нам идею, чтобы не так скучно было. Зато, с другой стороны, да, не скучно. Интересная штука. А, стоп. Это я смотрю на кого-то. Все. Меню. Yes. Так, сколько мы уже играем? 8 минут. Кто-нибудь помнит? Ну, это вместо тогда этого PUBG New State. PUBG New State 10 минут еще поиграем, и все. И все. Не забываем прожать лайк. Может быть, 200 поймаем. Xiaomi стопудово ухудшают. Я говорю, вот есть у меня смартфоны, пиксели так не ухудшают свои смарты. Айфоны так не ухудшают свои смарты. Oppo Find X7 тоже миник обещали. Ну, опять же, кто тебе обещал? Блогеры обещали, а сами производители-то тебе не звонили, не писали. Хотя, может, тебе и писали, и звонили. Так, ну и... Опа. Ага. Еще раз. А почему он еще раз сдвинулся? Ну, ладно. Ничего. Я вообще не понял, что произошло. Это прикол, я сижу, разговариваю с вами, а по факту у меня включен не стрим, а просто камера. Дропнулся. Ёшки. Так, 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 так. Все. Дропнулся быстро. Подскажи, такая дилемма. F6 Pro или iQOO O10? Вообще разного. А как? Я не скажу, потому что как вы пишете, я скажу, что занимайтесь самообразованием, смотрите цены и пытайся сравнивать смартфоны с одинаковой стоимостью. Вот. То есть тот момент, когда вы поймете, что деньги имеют значение и что вы покупаете все не за волшебные штучки, а отдавая свои финансы. Так, мне кто-то донат кинул, спасибо большое. Губами. Нужен смарт до 90 тысяч рублей. Минимальный шим, хорошие камеры, неплохой звук. Актуальный Type-C. Ну, начнем длинный путь. Насчет ощущался нормально. Чтобы он у тебя нормально ощущался, ты должен его потрогать. За 90 штук ты можешь купить S24 Ultra на Авито. За 90 штук ты можешь купить... Что ты еще можешь купить? Ты не так много всего можешь купить. Vivo X200 Pro можешь купить, если тебя устраивают китайские смарты. Опять же, Samsung это не китайский будет. Если брать, наверное, надо вручную настраивать. Что еще можно? iPhone можно 15 Pro попытаться купить в районе сотки. Я бы его брал. Так, а это что был за тормоз?
Armor pickup. Armor pickup. То есть, в принципе, у тебя выбор стоит между смартфонами, которые ты тестировал, когда-то юзал, и смартфонами, которые ты не юзал. Ага, это типа тактика, прыгать, бегать и... Угу. Можешь здесь написать. Александр, да, спасибо, если кто-то поставит лайк, кто дошел. Уже видите, опа. Так, отлично. Надо валить отсюда. Подземелье, пока меня не добили. Еще ниже. Так. Я вообще не понимаю, что я делаю, но... Нет, смарт лагает чуть-чуть. Я не умею ни хрена играть. Тач отваливается меньше, чем на гене. Вот, наверное, вот так. И да, школьники меня во всем нагибают. В принципе, как и всех. Потому что в это тоже надо тестировать. Так, вот это. А я понял, в чем прикол. Типа нужно прыгать и бегать. Как они делают. Как ниндзя. Я не считаю, что сюда сложнее играть, чем в PUBG. Но мы уже играем 15 минут. В принципе, я уже подустал. Потому что мне кажется, что по механике мне надо выбирать этот. Так, сколько у нас процентов было, напомните? Сейчас 50. Или еще 15 минут поиграть, чтобы частота эксперимента была. И мы могли прикинуть, сколько он ест. Main меню, да. Нубия, да, Нубия окончательно погибла. BVX100S и Нубия не тонули. Еще Fold тонул, но это я не могу ему предъявлять, потому что мне бы его бесплатно поменяли, если бы я, дурак, его сам не вскрыл. Флип, точнее. Но, если не мы, то кто же? Я так не считаю. Но просто вот говорю, опять же, наверное, в играх кто-то же должен проигрывать. Это как, не знаю, в спорте кто-то должен быть вторым, третьим, а остальными. Во всем кто-то должен быть каким-то. Как на ютубе. Был бы один Вилсаком, было бы скучно. Вот так же и в играх.
Сидлкоус вряд ли что-то может быть хуже, чем Текно. Я, кстати, купил, Илюха, 3 Текно на этом, на как его? 3 Текно, короче, 3 смартфона Текно. Получается, суммарно за 30 тысяч рублей. Мне вот интересно, они будут лучше, чем Redmi 13 или нет? Мне кажется, будут лучше. Так, все, мы одной тусовкой сели. Ой, я такой молодец. А как они так быстро залутались вообще? Или они с ними и падали? Опа. Так обидно будет. Так обидно будет. Я так залутался бы. Ну что ж такое, а? Потому что, Олег, я тутунга, и все. Вот зачем ты спрашиваешь, почему у меня моментами интеллекта, моментами нету? Вот поэтому. Илюх, ну ты шаришь, видишь, ты посоветовал игруху, я теперь в каком-то смысле, но все равно залип. Ну, то есть меня не обламывает погибать все время, вообще никак. Вон, 1 фраг у меня есть, все. Миссия выполнена на игру. Да, Текно это прям серьезная заявка на победу. Да что ж такое, мне где-нибудь вообще будут люди, чтобы не было людей? Вот, все. Где-нибудь будет локация, чтобы не было с кем зарубаться с самого начала. Вот, все. Мне больше нравится в этой игре сейчас лутаться, чем огребать. Что я механику игры пока не вкуриваю. Но рано или поздно пойму. Мне еще надо эти клавиши, чтобы самому стрелять, потому что то, что он сам думает, это плохо. Угу. Так, а это, наверное, автозарядка. Нет. Там кто-то дропнулся. Угу. О! Есть еще 1 фраг. Есть еще порох в пороховницах. Со спины-то побеждать, да? О, у него крутая пушка была, круче моей. Сейчас в местных магазинах за 13 тысяч ничего не возьмешь. Я вообще много всего. Я могу, кстати, тебе сказать даже, что я купил. Я, получается, купил... Я тоже так посмотрел. Tecno S30 Pro, Tecno S30 и... Сейчас еще скажу, что купил я. И Tecno Nova Pova 6 Neo Speed. Ну, как бы и так как купил все, вот суммарно мне обошлось все в 30 штук. Новое. На платформе. Не буду говорить на какой. Довезут, тогда, может, скажу. Но спойлерну, разумеется, я их не советую покупать. Но опять же, если ты стоишь вот сегодня с этими курсами безумными перед выбором какой-нибудь M6 Pro брать или вот их, мне кажется, что может быть лучше их. Я пока не уверен, но мы посмотрим. Контрольный закуп у меня есть, короче. Вот, что это за король? Самый крутой игрок, что ли, или кто это? Как-то я быстро погибаю сразу от этого. Ага, ага. О. Load up now.
А что такое? Как он меня так быстро вынес-то? В топку. Вот, так что 3 таких смартфона, да, я думаю, что потом продам дороже. Poco, Tecno 3, 3 штуки. Мое мнение, Tecno будет поинтереснее за свой прайс. Да, сегодня, учитывая, что Tecno, опять же, благополучным образом ломил ценники, не поддерживал устройства, их не покупают большинство моих знакомых перекупов, их не забирают в большинстве моих знакомых ломбардов. Какие-нибудь бюджетники, которые никто не покупает, можно и приобрести. Но я пока это говорю с точки зрения просто чувака, который купил, но пока не тестировал. Менять iQOO 11 на Neo 10. Зачем? Зачем? Наверное, можно. Стоит ли это тебе решать? У тебя iQOO 11 уже тормозит, то есть ты идешь с флагмана на даже не субфлагман как бы. Серега, не существует такого. Но вот если у тебя есть деньги, то, наверное, самое комфортное жилье будет там, где ты можешь изолироваться за меньшие средства. То есть, если, допустим, погуглить, опять же, пиаря Таиланд, швейцарцы, здесь есть целая деревня рядом со мной, швейцарцы на пенсии, миллионеры отдают деньги свои в управление и уезжают сюда, потому что здесь самый мягкий климат. Если говорить про мегаполисы, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур, не знаю, там вот Белград я недавно был, Абу-Даби, это тоже центр все-таки Эмиратов. Это все плохой воздух, не всегда лучший сервис и тяжелый, очень часто тяжелый климат. То есть Эмираты тяжелый климат, Япония, ну это плохой воздух. Открой лучше карту загазованности, и ты поймешь, что ну, если люди беспокоятся о себе, у меня очень много знакомых между, допустим, Бангкоком и Паттайей живет в частных домах, потому что там просто шикарнейший воздух. То есть там никакой загазованности, есть какие-то там завихрения воздушные, и они прям вот покупают эти виллы по 7-8 миллионов долларов, и там живут. Плюются от сервиса, потому что ремонты ужасные, там все ужасно, сервис хлам, но климат мечта. Стоит ли брать iPhone 15? Илюха, ты стебешься, что ли? А зачем iPhone 15 Pro менять на 16 Pro? Какая логика? Мне кажется, ты получше сможешь ответить на этот вопрос, чем я даже. И, разумеется, не стоит. А вот 14 можно менять на что угодно. И на 16, и на 15. Я говорю, а мне сегодня ж друг писал, спрашивал, типа, что лучше купить, 16 iPhone или 15 Pro. Ну, то есть, основная фишка у прошки была какая же? Type-C-шник, все. Все остальное это лирика. Это ты из сарказма? Я думал, ты меня... Не, мне просто этот вопрос сегодня задавали, почти такой. Ну, людям нужно одобрение на решение какое-то. Что у тебя, что ли, народ не приходит с такими же вопросами? Приходит. О, такой же ламер, как и я. Нет, он меньше ламер, чем я. Вообще ничего не понимаю. Вообще не понимаю, как это работает. Стареешь. Не, Илюха, я просто в мыслях. У меня свои там траблы. Можно сказать, я пытаюсь отвлечься. Чуть-чуть.
А с юмором у меня, в принципе, всегда было все плохо. Поэтому, можно сказать, не старею, а это абсолютное отсутствие чувства юмора в некоторых вопросах. Наверное, в вопросах выбора техники это точно отсутствует юмор. Так, и чего тут у нас? Круть экран, когда выйдет X200 Ultra, куплю с автографом. Хорошо. Но одно радует, что я хотя бы понимаю, куда стрелять. New safe zone. О, и чего там за тип? Он показывает красным точку. То есть там кто-то есть, что ли? Или нет? Опа. Впервые я воспользовался винтовкой. А почему меня не простреливает ничего интересного? Get ready. You're redeploying. All squad mates are in the safe zone. Я почему-то думал, что Warzone это шлак, если честно. Я не знаю, с чем я его путал. Я его с чем-то путал. Нет, мне нравится, что здесь тебя выносит быстро. То есть игра динамичная. Но мне не кажется, что она грузит меньше, чем PUBG. Она, мне кажется, точнее больше. Мне есть ощущение, что она меньше все равно грузит. Мы играем уже 29 минут, и в PUBG у меня New State, во всяком случае, смартону было бы хуже уже. А этому норм. Пока. Мне кажется, здесь надо, самое главное, мне управление не выставил. Это очень плохо. Потому что я даже в Гену играю с кастомайзом. То есть вот он. То есть автофайр я не хочу. А вот здесь нет у меня файра. Видишь? Почему-то. Мне автофайр не нравится. Controls. Control sets. Customize. Где здесь файр? Где автофайр? Все, мне кажется, меня убили. Не убили еще. Короче, нет здесь автофайра, это меня бесит. Точнее, отключение. Здесь нет счетчика встроенного, а я ничего не устанавливал для его подсчета. Поэтому я еще играю также в PUBG New State, что там встроенный счетчик. Но если смотреть, опять же, по герцовке, видишь, то есть где-то 60, где-то 35, где-то 31, оно большую герцовку тебе показывать не будет. То есть это соответствует FPS. То есть 32, 51, 50, 60 FPS он не держит. А она всегда автострельба фаталист? Опа. Опа. Какие-то непробиваемые просто они все. Ёшки. Так, ровно 30 минут. Сколько у нас там процентов было? Сейчас 44. 44%.
Warzone мы потестили. У меня нет в настройках можно, чтобы по нажатию. Вот надо, чтобы по нажатию сделать себе. Потому что это, конечно, боль. И в целом смарт отработал. Я еще помучу его. Получается, в PUBG New State. Нет, я знаю, что она отключается. Я не знаю, где. Я сижу, туплю. Я же еще раз повторяю, что я не вижу, где отрубается стрельба. Твин, ты уже заблокирован. Ты сколько можешь писать по поводу Моторола? Сколько можно писать по поводу Моторола? Сколько? Я ее не продам потом. Не продам. Просто вот у меня висит этих смартфонов бешеное количество, которое я не могу продать. Вот ее я тоже не продам. Хватит мне советовать то, что я не продам. Чпок, пупок, скорее всего, завтра, послезавтра. Наверное, завтра. Огромное спасибо всем, кто дошел. Спасибо за советы. Щелчки все еще были или нет? У Илюхи я понял, что есть. У остальных как со звуком? Все плохо? Дмитрий, тебе огромное спасибо, что помог в Гене опять снова очередной раз. В Warzone сейчас я зарегюсь. Скорее всего, еще поиграю и в него, и в New State. Чуть-чуть. Нормально, но тихо. Ну, здесь уже я могу еще сделать более чувствительно, но это перебор. Тиховато. Ну, потому что вот так надо говорить. Вот, мотай вниз и вырубай аймаист. Все выключается. Аймаист. Есть щелчки. Ну, соляви. Илюха, Вадим, Ино ID, Сидклс, Фаталист. Это уже тренажку начал тоже, Илюха, мучить? Я фотки пока только делаю. Но это долго будет у меня. Ну, опять же, у нас времени, считай, месяц. Месяц можно его мучить. В чем разница обычный PUBG New State? PUBG New State более прожорливый, но там меньше игроков. Щелчки есть. Ну, буду думать, значит, что с ними делать, потому что у нас щелчки были даже, когда я тестировал, ну, через камеры проводить. О, кстати, я могу на MacBook провести. Следующий стрим буду пытаться провести на MacBook с обычной камерой и буду использовать iPhone как камеру, потому что ABS я подключил. Я 7 месяцев не мог зайти в MacBook свой, потому что я не помнил пароль. Я, по-моему, его уже сбрасывал, но я его опять забыл. Ну, в общем, все, теперь уже работает. Михаил, Олег, Александр, всем, кто зашел и в итоге посмотрел этот стрим, не забудьте просто поставить палец вверх, потому что это полезно для всех. Если увидели какие-то косяки, недоработки, есть идеи, пишите. У нас уже куча смартфонов на элите, 13 один из них. По поводу петлички, ее целесообразно на себе держать. Ну, опять же, если я думал, что он, если вот трещит, то это значит, типа, петличка ловит что-то не то. Понимаешь? Наверное, я не прав был. Может быть, кстати, сейчас исчезнет, ну, треск, если сейчас исчезнет, это дичь. Значит, она от магнита трещит. Это супер дичь. Автономность Космос Neo 10. Тач в тяжелых играх залипает, к сожалению. По камерам можете уже посмотреть. Я там примеры фото скинул, примеры видео, как всегда, буду сравнивать. Почему я сравниваю сейчас пушка, звук? То есть сейчас лучше звук, Михаил. Да ладно. И щелчков нет. От перегруза треск. Треска нет. Так есть треск или нет? Потому что перегруза сейчас нету, я смотрю на петличку. Носимый микрофон. Щелчков нет. Туре лыжи. Ну, в общем, старость не в радость. Спасибо, Илья, спасибо остальным за советы. К чему это? К тому, что я еще Neo 10 Pro через пару дней погоняю. И 14T я буду сравнивать. 14T я буду, ну, вот совсем сравниваю, потому что у него стоимость 35-36 вот сейчас на сейлах везде. Кто-то умудряется там за 34 его взять, плюс налог. И у тебя получается вот эти вот все смарты, они плюс-минус, ну он 33 стоит. То есть он стоит дешевле на 3000 рублей, утрированно. Но оно рядом, и когда ты выбираешь себе смарт не для игр,
то там все бенды и глобалка. Но я не знаю, а что еще в 35 кусков стоит так же? Ну, вот из новинок в глобалках. Сейчас, скорее всего, поко выйдут, F-ки. F7, F7 Pro на базе K70, K70 Pro. Илья, наверное, тоже знает. Если трески, не от перегруза, может, питание айфона. Но вот сейчас есть трески? Есть трески. А, ну вот. Может быть, кстати, я вот думаю, вот сейчас я возьму... Это плохая идея, но если вот сейчас не будет перегруза, это будет очень странно. Вот сейчас, если нет перегруза, то круто. Щелчки есть. Может быть, это от того, что он на штативе, и штатив с какими-нибудь там магнитами внутри металлическими. И они как-то плохо влияют на яблоко. Я могу так предположить. Но, опять же, снова я сейчас тресков и щелчков не наблюдаю. Завтра на MacBook, не завтра, там, через пару дней на MacBook'е. Redmi Turbo 4 и K80. Ну, посмотрим. Кларк. Кларк, 100% я буду знать это раньше, чем ты. Так же, как и Илья. Вот. Ну, пошли новинки. У меня нет крепления вообще на айфоне. Был один. Ну, вот сейчас я взял его в руку, iPhone. Я понял, что это может быть магнитов в креплении, но в креплении здесь нет магнитов. Хотя, может, они и есть, я просто о них не знаю. Черт знает, из какого они там металла сделаны, все эти уланзи. Вот, кстати, спрашивали штатив, на чем я держу. Вот это такая типа руки, и все. И он на подставке такой, пластиковый. Угу. Загадка с треском. Да, но опять же у меня был этот треск и через компьютер. Поэтому будем дальше думать. Может, здесь что-то вокруг. Кстати, за 2,5 года в этом небоскребе, в котором я там а-ля лакшери, он, конечно, уже трещины в стенах. Так что все плюс-минус везде одинаково. А в Азии вода и соль уничтожают все наглухо. Выйдет Poco F6 Pro только весной. Нет. Радиация пробивает. Может быть. За Илюхой пришли просто. Это за Илюхой пришли, не за нами. Все. Огромное всем спасибо. Давайте ориентироваться послезавтра. В руках без треска. Да, я поэтому и хочу. Я обновил MacBook, и он такой, подключай iPhone как камеру. Я такой, опа, и подключил. И было прикольно. Пам-пам. В жизни так бывает. Да, IQ они плюс-минус одинаковые все. У меня, наверное, нет этого огня в глазах, потому что были IQ 9S Pro, 9S Pro Plus, 10, Neo 10 сейчас, Z9 Turbo, Z9 Turbo Plus, вы понимаете? И IQ 13, то есть у меня их 6 было сейчас, 6. И они все плюс-минус из-за программного обеспечения одинаковые. Вот они, вот 5 секунд, вот ради интереса. Вот они даже только 4 лежат. Вот Ctrl-C, Ctrl-V. Я не могу сказать, что у них какая-то там космическая разница в плане камер, еще чего-то. Ну, у 3 есть обходная зарядка, у 4 нету. Все. То есть, когда ты ПО уже знаешь, это такой одинаковые смарты. Ну, там металлическая рамка у 13-го IQ. Наверное, так. Так что так. Или ты, Илюха, про IQ 13 глобалку говорил? Да, значит, это надо думать что-то с этой рукой. Короче, нельзя с ней стримить. Шамиль, вам спасибо. Все, всем огромное спасибо. Кому не лень, ставим лайк. 200 лайков почти набили. Нет, не про IQ. Ну, тогда да, уже все на руках. Девайсу от меня, да или нет, в скором времени узнаете. По большому счету, повторяюсь, мы в долларовом эквиваленте имеем те же $300, что когда-то были у Neo 9. И еще и Snapdragon 8 Gen 3 чистокровный. Очень сильно бьет курс по сознанию, потому что в той же самой ситуации, буквально 1,5 месяца назад я вам говорил бежать 26 500. Но сейчас это не 26 500, это 33 куска. Вот и все. Потому что мы ориентируемся не на долларовый эквивалент $330, а на рублевый эквивалент. А он там 33 штуки, и еще и таможня.
А когда 33 штуки и таможни, ты уже смотришь на 14Т, потому что там камеры круче, пусть даже МТК. И, в общем, и там уже много где можно танцевать. Все, спасибо, как раз Ти подошел под бан. Всем добра, никаких сравнений не будет, Алексей. У меня сравнения разных брендов всегда. Огромное спасибо, что зашли. Треск был 3 раза. Ну это может я что-то трогал. Добра и удачи, дорогие друзья.